Всем добрый вечер и с последним воскресеньем июня. Первый месяц лета уже догорает 25-го года, и множество фактов, множество, скажем так, интерпретаций, множество заявлений, множество событий мы сегодня с вами будем обсуждать. Я очень благодарен за то, что вы переходите на шум. Два слова о формате нашей встречи. Все как всегда, все очень просто. QR-код, который видите на экране, это возможность, никого не дожидаясь, если работает этот сервис, перейти непосредственно и написать на экране то, что думаете. Так, ваши истории в рубрику «Колобок. Куда мы катимся?», мнения, какие-то вещи, которые с вами происходят и которые, как вы считаете, стоят внимания всего шумящего нашего народа, который сейчас возле экранов своих гаджетов, пишите туда, это электронный адрес, обычная предложка, электронная почта. Также в клубе зрителей Шелеста, закрытый телеграм-канал, клуб, там хорошее общение, достаточно позитивная такая, скажем так, ну вот обстановка, атмосфера, поэтому я очень благодарен, что переходите и поддерживаете точно так же меня, поддерживайте то, что происходит на канале, на YouTube-канале, в Telegram-канале. В общем, там можно тоже задать вопрос. А так, конечно, будем общаться с чатом трансляции. Сегодня тоже в финале шума. Все как всегда. И большое спасибо за супер спасибо и за супер стикеры, если тоже работает в вашей стране эта функция. Значит, ну вот такое, да, начало. Оно прежде всего техническое, но мы же никуда без нашего любимого, без игры в города. И это прямо самый замечательный момент, когда мы, вот объединяясь, вы пишете кто откуда, я там кого вижу, кого в потоке сообщений чата, кого наблюдаю, я вот обязательно называю, а вы ставите лайк. Спасибо большое, что пишете, что вы с Бровары. Вот привет из Рублевки. Сергей Полянцев передает: Рублевка. Наша вам с кисточкой. Ярославль шумит, Тольятти, Каунас шумит, Молдова, Московская область, город Жуковский, Бердянск, Новоогарево, Рига, Ровно с нами. Значит, привет из Архангельска, Архангельск, привет, Шуя приветствует, привет, Шую. Значит, Житомир, Херфорд шумит. Ну, если вы из Херфорда, тогда спасибо за этот шум. Максу спасибо большое, что пишете. Днепр, Ялта с нами, Омск, Николаев, Киев, Брянск, Севастополь, Канарские острова, фотомастер. Хорошая фотография у вас, наверное, на Канарах. Там, кстати, Януковича заметили, но оказался искусственный интеллект. И сейчас все себе делают вот эти селфи со звездами. В общем, нет на Канарах Януковича. И хайпанула певица из группы «Неангелы». Сызрань, Брянск, Сочи, Сургут смотрит, Чернигов, Самара, Голодрищенск. Ну, и пользователь так называет себя, вот смотрите, Гипноз онлайн из Голодрищенска. Видимо, не пользуется онлайн-гипноз популярностью. Хотя, в принципе, гипнопрактика штука хорошая на самом деле. Но мы здесь никого не гипнотизируем. Мы, наоборот, Екатеринбург шумит. Дубай с нами. Хейке, Аус, Берлин. Угу, спасибо большое. Акерман смотрит, Кривбас на связи. Чехов, Аусбург, Горький, Гомель с шумом. Значит, на Канарах Меладзе. На Канарах Меладзе? Тогда понятно. Вы его фотографируете, наверное. Да, со звуком вроде сейчас все нормально. Спасибо большое, что, скажем так, это, знаете, такая вот есть штука, да, вот это вот. Я рыбу по гороскопу, поэтому поиграли немного в рыбок, да, перед тем, как стартануть и начать. Так вот, как в аквариуме, да, вам немножко рот пооткрывал. Химки, Тюмень, Хургада, Алания, Турция, смотрим, Кольчино, Чернигов, Абу-Даби, Бишкек, Алматы, Челябинск приветствует, Лубянка, Лаврентий из Лубянки, привет, Тюмень, Чехов, Вьетнам, Узбекистан, Лейпциг, потрясающая география. Впрочем, как всегда, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. И если смотрите в записи, да, то обязательно напишите в комментариях, не в чате, а в комментариях, откуда вы смотрите. Это всегда объединяет и даже немножко поднимает настроение в период, когда вообще нечему радоваться. Вот вообще от слова совсем. Значит, начнем наш сегодняшний шум с опроса. Да? Опроса трансляции. В конце подведем итоги. Он звучит так. Какой, по-вашему, главный дестабилизирующий фактор в Украине?
Социс провел подобный опрос, сравним результаты в конце. Социс и то, что получилось у нас в шуме. И варианты ответов. Коррупция и дилетанты у власти. Обстрелы и наступления Российской Федерации. Ну, то есть, буквально война в прямом смысле этого слова, потому что опасно, летят ракеты, все разрушают, и еще и наступает Россия. Инфляция и обнищание населения, то есть... Чем больше бедных, тем больше, собственно, вот брожение и дестабилизация Украины. Ну или еще один вариант – варварская мобилизация. Ну, то есть бусификация, вот этот ужас, террор и кошмар, который устроила нам власть. Выбирайте, пожалуйста, проголосуйте, мы в конце обязательно подведем итоги. Очень интересно ваше мнение. Пока что у нас в одну калитку, коррупция, дилетанты у власти. В принципе, это совпадает с соцопросом, который, ну вот, сейчас... фигурирует, последний вышел. Волгоград, привет, Запорожье на связи, Эстония. Спасибо большое за то, что Зауралье смотрит. Красный Луч, Чебоксары, привет всем с Крита, Ханья, прекрасно. Спасибо, друзья, за то, что из Гамбурга пишете, из других городов, мест и весей. Начнем мы наш сегодняшний шум с тяжелейшего обстрела прошлой ночью по Украине. Значит, летело там 400 плюс там, дронов разных целей, удар был комбинированный, и ему мы вначале посвятим достаточно много времени. Почему? Потому что вот мне очень нравится такая вот диспозиция. Я вот вижу эту мысль в пабликах отдельные там, или эксперты, или отдельные, ну, в принципе, да, их, скажем так, последователи, пишут, ну, мол, смотрите, вот если вот это вот, мол, Россия вот так ударила, да, то это означает, что все, там крышка, мол, ничего не произошло, все закрывают глаза на последствия, никто не знает, куда попало, что прилетело, если кто-то знает, то это или вражина, или конспиролог, или вообще работает на Кремль, это все же запрещено опубличивать, зато опубличивают, ну, в таком достаточно большом количестве, понятно, да, разрушения, попадания в мирные объекты, ну и другие вещи, там, человеческие трагедии. Мы к этому уже привыкли. Однако, мысль меня это вот действительно зацепила. Поэтому давайте вот с этого обстрела и начнем. Потому что он был достаточно серьезный. И последствия тоже будут серьезными. Значит, вот так выглядела карта обстрела. Вот ее опубликовали. Значит, движение воздушных целей на территории Украины. Вот, смотрите, ПВО, радар, мониторинговые паблики били вот по всей Украине, но били на запад, вот в сторону запада. Есть, понятно, прилеты в центре, там Черкассы, Черкасская область, Полтавская область, как всегда, да, там Харьков летели дроны, в Днепр. В общем, на самом деле, я, когда, ну, это прошлой ночью, там под утро, когда увидел вот эти сводки, они, ну, такие ужасные. То есть в списке летело везде. Но принципиально важно, что в который раз ракеты летят на западную часть страны. То есть были найдены какие-то цели, и что-то явно интересовало, и куда-то явно попали. Понятно, что с ПВО у нас все замечательно, и как всегда, да, вот все, почти все сбили. Ну вот смотрите, 537 целей всего, да. 475 ликвидировали. Причем 249 как бы сбили, то есть огнем подбили, а 226 локационно потеряны или подавлены рэп. Значит, для понимания, что это такое, да, ну и здесь вот приводятся, какие сбили, какие там подавлены рэп, какие, ну там, кинжал сбили над Полтавской областью, рассказывают, там показывают какие-то обломки, что-то прилетело вот в огород какой-то, да, вот смотрите, кинжал сбили. Говорят, что там шахеды сбивали, в общем, такой статистика, как всегда, да, то есть, что мы видим здесь? 25 и 37, да, то есть 62 цели только попали. Много это, мало это, то есть 62 цели как бы поражены. Ну, если там брать, что может и меньше целей поражены, потому что на одну цель мы привыкли, что уже сейчас с новой тактикой россияне стреляют несколькими залпами, то есть несколькими шахедами. То есть ПВО отработало великолепно, как мы видим, то есть как всегда.
То есть огромное количество целей, больше 500, и вот смотрите, почти все сбили, там без малого 500 избили. То есть все хорошо. Но как бы ни показывали нам вот эту инфографику, или, например, ну вот эти вот, да, вот картинки, которые тоже уже становятся нормой, и это на самом деле ужасно. То есть мы видим, люди в метро, это Киев, все летело, ну там большинство летело через Киев, туда в сторону запада, сбивали, понятно, где-то что-то падало, поэтому люди уже понимают, что правило двух стен не работает. Марьяна Безуглая всем рассказала, как панельки складываются, и в принципе киевляне видят, что прилетает в том числе избитые ракеты, это официально подтвердил Игнат, или подбитые ракеты прилетают по дома, сносят полностью дома, и они прячутся. Но видите, как это стало какой-то нормой? А это ненормально. То есть вот эти все люди, они вынужденно там находятся, и правильно делают, что они укрываются от этих обстрелов, потому что непонятно, как сработает ПВО и что тебе прилетит в момент того или иного обстрела. Но, однако, это для них становится нормой. Человек такое существо, он привыкает ко всему. Но это не норма. 500 плюс целей за раз, за один обстрел – это плохо. И все эти люди наверняка должны думать не то, как им рассказали, нужно думать, какой там злой противник, как там скорее бы там Кремль сгорел, и все, собственно, там Путин умер, или он уже умер, да, там поражает Гордон там своими заголовками, взорвался самолет Путина, все там, но его там не было, потому что он умер еще раньше. Ну, то есть эти люди должны думать о другом. Вот метро, когда ты спускаешься и бежишь, ну это опять-таки Киев, большой город, это такие, ну, возле метро, возле станции метро квартиры, многоквартирные дома, а по большому счету там какие-то подвалы, по этим подвалам все должны думать, чтобы остановить это все безумие. Власти вот эта картинка устраивает, как и то, как приспосабливаются люди, и боясь, что прилетит, ведь был такой достаточно долгий промежуток времени, что никто никуда не спускался и не спускается сейчас, и, мол, да, вот все, типа судьба, так, значит так, но на самом деле это страшные вещи, психологически происходят с людьми. И нужно думать, как это все заканчивать, а об этом никто не думает. Нас отдалили политической повесткой от мира очень и очень, ну вот прям отбросили, отшвырнули. Посмотрим, что там будет с третьим раундом Стамбула, который по большому счету непонятно, будет ли и когда. На следующей неделе наверняка будут пытаться договариваться, кто будет встречаться. Как всегда, Зеленский настаивает Запад, что вот давайте президенты на уровне президентов. Вот это люди в метро, это не уровень президента. Это как бы подпитка одного из президентов. Мол, смотрите, страну уничтожают, и ну вот такая, скажем, вот такая беда. Момент сегодняшнего обстрела, это, кстати, тоже про последствия. Когда, видите, все сбили, все хорошо, погибает пилот. Вот его фотография, ему там чуть больше 30, это пилот первого класса. Значит, он на F-16 отражал воздушные цели. 7 поразил, а одна вроде как, ну, я так понимаю, дрон, ну, пишут все, что дрон попал в F-16. Героическим образом пилот, потому что самолет летел на населенный пункт, вывернул, как бы сменил курс этого падающего борта и не успел катапультироваться. В общем, он погиб. Погиб он, погибла машина, но случай-то не первый. И все подметили. И даже вот в своем там инстаграме там Алексей Месь, это тот, который правее, чуть ниже ростом. Тот, который Максим Устименко, который сегодня погиб, он немножко выше ростом на этой фотографии. Эту фотографию опубликовали родственники вот первого пилота Алексея. Он погибает в тех же условиях. То есть вылетает борт F-16 и со своим там каким-то комплектом вооружения, какими-то ракетами воздух-воздух, какими-то там, не знаю, пулеметами, что там у него на подвесе. Это же страшная тайна, потому что непонятно, где они находятся, эти F-16, что они из себя представляют. Но они, в общем, летят сбивать шахеды. То есть миллионы стоят, ну, условно, F-16 с тем боекомплектом. Бесценен. Вот и один, и второй погибшие.
пилоты, которых обучали, а мы помним, когда это все проходило. Ой, они там английского не знают, ой, там проблемы, это все там надо было обучаться на этих машинах. Ну, то есть все видят, да, обучение, особенно в условиях войны, да, причем там парню 30 плюс, то есть вот он мечтал, летал, военный, летчик, и его сбивает там шахед, или там, как поправляют меня многие, там герань, модернизированный российский шахед. Даже в модернизированном образце это гораздо дешевле. То есть это серьезная потеря. Безусловно, соболезнования родным и близким, но тут вокруг вот этой, собственно, потери разгорелся нешуточный, я бы так сказал, даже очень нешуточный скандал. Примечательно, что сразу выходит Безуглая и запускает после этого обстрела очень, ну давайте так, важную информацию. Значит, она четко, прямо обвиняет руководство и всех в том, что этого пилота убили. Вот и пишет. Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать дорогостоящих живых летчиков сбивать шахеды, то это убийство пилотов и уничтожение самолетов. Потом можно погрустить, конечно, не забудем, не простим, медальку маме передадим. Но по сути в этом и смысл, да, вот этих слов Безуглой, что она права концептуально. То есть шахеды, зачем нам передавали F-16? Ну, кто помнит? Для того, чтобы наступать, развивать наступление. Ведь наступление Залужного в 23 году провалилось. Почему? Потому что не было воздушного прикрытия. То есть наступали пешком. Подрывались на минах, все помнят эти кадры, да, вот стремились туда. Работино, в сторону там, Запорожского направления, условно там. Сейчас это направление особо опасное, потому что там готовится определенный плацдарм уже сейчас, там скапливаются силы, резервы. Хоть Сырский, понятное дело, говорит, что основные бои на Покровском направлении, но тем не менее. То есть достаточно такое, степь, вот такое направление. И эти F-16 с мощными пилотами должны были, прикрывать с воздуха. И тогда, вы же помните эти планы, значит, мы дойдем, перережем сухопутный коридор в Крым, мы вот это все сделаем. Вот это вот будет на самом деле такой разрезающий удар. И, в общем, тогда будет перемога буде, в общем, как говорят. И я бы вот здесь отметил очень важный элемент. То есть, а сейчас это как бы F-16 превращается в ПВО. Оно и понятно, когда летит там 400 с чем-то целей. В общем, расследование по первому вот этому месю, да, там, вообще ничего не показало. Хотя Безуглая тогда писала о том, что, возможно, это был дружественный огонь. То есть ПВО с земли в обилии целей наверху сбивает свой же F-16, который запускают сбивать воздушные же цели. То есть свой-чужой не сработал, и все, минус самолет, минус пилот, поди такого еще вырасти, поди такого научи, опыта ему набраться дай. Вообще, вот эта система там свой-чужой, ПВО, украинская, дружественный огонь, давала уже определенные осечки. И тут очень важен такой момент. Да? Понятное дело, что там Устименко, этот пилот, который сегодня погиб, он герой. Но версия о том, что вот уже второй раз подряд летит самолет и его сбивает шахед, или там герань, или ракета попадает в него, возникает много вопросов. А что это за ракета такая? То есть, а он ее не видит, получается, на радарах, а она как-то так... То есть, никто не рассказывает детали этого всего. Проще сказать, что летал, сбивал цели, а одна прилетела в него. Но она же, эта цель, не в него летела. Она же четко запрограммирована, летела по какой-то цели там на западе страны или еще где-то. Получается, что вот
тема и версия, да, дружественного огня вполне себе рабочая. Но расследований нет, это все засекречено. В общем, мы не знаем, правда это, неправда. Может быть, потом когда-нибудь узнаем, если вскроются какие-то определенные данные. А то, что данные не вскрываются, а замалчиваются, показывает, конечно, вот этот уровень версий особой циничности. Ну, давайте про Безуглую, которая у нас рубит, как говорится, правду матку. На Безуглую уже обратили внимание все. Не только те, кто политику освещает, или там войну, или там, фортификации Умерова, там, она противостоит Сырскому. На Безуглую уже обратили внимание тарологи. Представляете? Вот что говорят. Когда у нее случился сдвиг по фазе, я хочу сказать, что, если честно, я когда смотрела ее портрет, вы что думаете, я просто сказала на здорового человека, что она сумасшедший? Нет. У нее, я скажу честно, все знают, что я никогда не ля-ля, я скажу честно. Значит, эта дама, которая никогда не ля-ля, она занимается картами Таро. То есть вы понимаете, насколько как бы глубоко она зашла в народные массы, что даже ну, там, вот эти модные там, тарологи раскладывают портрет личности по Таро. Честно, у нее не портрет злого человека, агрессивного, который, знаете, злится и отдает отчет в своей злости. У нее портрет действительно безумный. Вот ей подходит фамилия Безумная, не Безуглая, или какая Безуглая, а Безумная. Марьяна Безумная, в принципе, нормальная. Ну, у нас, у меня, например, в чате, да, я ее зову, величаю Леди Би. Почему Леди Би? Да потому что, понятное дело, она четко как бы в фарватере Ермака работает, и понятное дело, да, а чей это фарватер? Конечно же, британский. Потому что 2 повешенных, меня уже смутили, 2 повешенных, 2 отшельника и шут в минусе. Я скажу так, как будто... 2 повешенных, 2 отшельника и шут в минусе. Это все, я так понимаю, карты Таро, которые раскладывают на нее. На нее. В теле взрослого человека застрял ребенок. У нее травма детства идет по верховному жрецу и справедливость. Справедливость и верховный жрец – это деструктивный отец, именно отец. Может, это был дедушка, может, это был дядя, может, это старший брат, но она как будто застряла в каком-то своем детстве. И я хочу сказать, знаете, что еще интересно? Что у нее, я посмотрела дополнительные ее программы бессознательного страха в психике, как она ведет себя в гневе, и везде скрытые, подавленные сексуальные желания, за которые стыдно. Она как будто, я серьезно говорю, она как ребенок, который застрял в теле взрослого человека. И ей даже, может быть, хочется чего-то такого эдакого, да стыдно за свои желания. И она ведет себя реально просто, ну, она действительно просто сумасшедший человек. Значит, она сумасшедший человек, нам рассказала известный таролог, барышня. Ну, смотрите, к чему это, да? Да к тому, что здесь же тоже вот очень есть такая своеобразная подоплека. Никто этого не может сказать. Никто. Арестович, когда был в «Фаворе», помните, да, он был в команде, они там сидели с Фейгиным, вот это все, там собирали сборы, вещали, выдавали, успокаивали, где-то обнадеживали, где-то, в общем, вся страна за ними следила, песни про них писали, песни, вот эти патриотические, ну, что-то наподобие вот этого там «Ванька, встанька» и «Пакет», то есть никто не... Когда он сказал, что прилетела ракета ПВО, или там что-то случилось, да, его выгнали со скандалом. И тогда уже пошла вот эта там, ну, как бы другая его специфика. То есть можно разделить на до и после. Никто не может из политиков, плюс-минус таких людей, которые там, как бы сказать что-то. Безуглая может. Значит, пилота вот этого убили. Убил кто? Путин? Нет. Убила система, потому что F-16 нам передавали не столько для того, чтобы мы ракеты сбивали или тем более вот эти дроны. То есть это надо керосина залить туда, да, авиационного, это надо человека живого посадить туда, это надо взлететь, а взлететь так, чтобы тебя не засекли, то есть, да, чтобы потом по месту, откуда ты взлетел, не прилетело, не стрессовали, чтобы тебя... Причем и те, которые там агентура на местах, и те, которые, собственно, там радары и другие вещи. И нужно вылететь, отработать, а ты не отработаешь незамеченным. Тебя, значит, выследят, куда ты будешь приземляться. В общем, это целое же дело. Да? То есть его убила вот эта система.
F-16 же давали, чтобы повоевать хорошенько. Потому что проиграли же в вот этом наступлении. То есть система вот этой ПВО убила пилота и самолет. Безусловно, ценного. Но никто не может это сказать. Это может сказать только безумный человек, но которого держит верховный жрец, мне так нравится это выражение, наверное, про Ермака. Верховный жрец разрешает ей, да, вот это делать. А она там подавляет свои эмоции в гневе. В общем, взрослый человек или там ребенок в обличии взрослого человека. То есть вы понимаете, до чего докатилось общество? Нет нормальных рычагов. Ну, то есть, смотрите, война в любом случае это достаточно специфическая, но такая кровавая, но это такая рутинная рефлексия. То есть мы же видим на поле боя, соперники друг за другом, там, да, там где-то что-то повторяется, сетками обшивают дороги, трассы, там, эти мангалы, то есть, да, вот эти наваривают от дронов. Там, смеялись раньше с россиян, что там на мотоциклах они ездят, например, да, сейчас там отдельные бойцы ВСУ пересели на мотоциклы. Идет постоянно конкуренция, меняется характер войны, меняются подходы. И нужно успеть друг за другом. И это требует анализа. Даже вот этот массированный комбинированный удар по Украине прошлой ночью, он требует анализа. А анализировать некому. Потому что думать запрещено. Есть все сбитые цели, 60, ладно, 60 пропустили, но всего-то 537 летело. Есть там герои, которые там героические. Это микроскопом забивать гвозди, вот это вот то, что придумали. И на это может указать только безуглая, только вот это со справкой, как ее там звали, величали. Но хоть кто-то указывает. И все вот вроде как посмеялись над ней, что она там такая-сякая. Ну а по сути, получается, никто не думает, потому что это вот как это, шут, да, тоже в картах Таро, то есть, потому что это вот кто-то такой, да, из интертеймента говорит. То есть вдуматься никто не может. О чем могут думать вот эти люди в Киеве, сидящие в метрополитене, которые там ночью спустились, побежали, сидят там, разослались, там какие-то карематы, какие-то стульчики уже с собой носят, уже там сидят, потому что понимают, что это все надолго. Книжки там читают и сидят там, кутаются, попка к попке, по всяким там подвалам. О чем они думают? О том, что кто-то им что-то рассказал, да, а им не рассказывают. Единственный, кто там о чем-то может, это безуглая. А какое к ней отношение? Да вот такое, как у таролога. Как ты ее будешь воспринимать? Это тоже запрограммированная история. Нет, а нормальные эксперты какие-то, которые могли бы чего-то рассказать, они несут чушь. Чушь и бред. Ради того, чтобы, все было, в общем, хорошо у власти, и не было, как у нас в вопросе сегодняшнего эфира, в чате трансляции, дестабилизирующего фактора. Продолжим по поводу обстрелов. Вот точно так же, понимаете, Укрзалізниця, железные дороги украинские. Вот прилет был еще в Полтавскую область, и это Полтава Южная. Значит, прилетела где-то рядом, вывернула там все, в общем, что пишет Укрзалізниця, да? Какой у нее месседж? Мы молодцы, все пассажиры вовремя там куда-то спустились, эвакуировались, никто не пострадал, потому что мы молодцы. А еще мы молодцы, потому что никто не пострадал. А мы сразу вот движение поездов возобновили, представляете? Это вот после той трагедии в Днепре, а мы такие а мы же молодцы. То есть несут в клювике начальству только хорошие новости. Хорошие. Плохие нести не надо. А если какая-то плохая новость, то это обязательно такая, которую можно показать западным партнерам. Вот, пожалуйста, воронка. Вот видим человеческий рост, да. Это Черкасская область, Смела, город. Да. Был там прилет в дом, гасили дом. То есть вот такая воронка, да, прилетела. Опять-таки, сбитая, подбитая, неприцельный, ПВО ракета или неприцельный удар ПВО. В общем, люди все вышли, смотрят на разрушение.
хорошая же картинка. Облетела весь мир. Это можем мы показать. Да? Мы можем также показать. Тоже город Смела. Это пищевой техникум. Ну, там его там университетом рядят. Но сейчас такая история, что все там техникумы, они под какими-то университетами. Произошло же укрупнение, да? То есть в системе образования. В самой лучшей системе, как рассказывает Лесовой. Вот это учебный корпус пищевой промышленности техникума. То есть это же, видите как, смотрите, бьют по учебным заведениям. Причем, что там в этих учебных заведениях, кто что срисовал, навел, подсказал, что как, непонятно. Потому что понятно, что дети на каникулах, да, лето. Как используются эти здания военно-гражданскими администрациями, военными напрямую, не ясно. Мы видели 1000 признаков, даже вот когда Притула и Стерненко нападали на Васю Ломаченко, боксера в прошлом, ну, ушедшего из ринга, там же он переживал по поводу лицея в Белгород-Днестровском. Там все видели, при входе стояли военные ящики. Что там в этих ящиках? Что это за ящики? Может, просто какие-то ящики. Ну, кто-то срисовал, видимо, увидел военные ящики, куда-то передал, туда и прилетело. То есть, как используются объекты? Этого же никто не рассказывает. И, ну, вот есть картинка, смотрите, там вот детки учились там, консервы готовить или там, другие какие-то вещи делать, а вот по мирному объекту вот так ударили. Не совсем это можно сказать о других объектах, да? То есть, ну, смотрите, чтобы все было понятно максимально, чтобы все было максимально понятно, Зеленский, пожалуйста. Все так и делает. Вот смотрите, 29 число, Черкасский регион, это Смело, да, то, что, ну, Черкасская область, это то, что я непосредственно вам только что показывал, но все Полтава, Киев, это все делается нарезкой под музыку, под такую какую-то штуку, да, которая там вот это отсчет дает типа хронометра, и это вот идет туда в историю, там немножко дальше, смотрите, Одесса, смотрите, террор, русский террор, и тексты, конечно, тексты. Была тревога, в нашем небе было 477 дронов, большинство это иранские шахеды, 60 ракет еще было. В общем, Москва не остановится, пока имеет возможность наносить эти удары. Только за одну неделю было более 114 ракет, более там, 1000. И они ведут статистику. То есть ты очень красиво можешь выставить вот эту нарезочку, да, смотрите, за неделю, как итог недели от Зеленского. То есть Украине нужно усиливать ПВО, это то, что лучше защищает жизни, это американские системы, которые мы готовы купить, говорит Зеленский, рассчитываем на лидерство, в общем, волю США, Европы, всех партнеров, спасибо всем, кто помогает. И вот эта политика, вот там давайте купим ПВО, давайте купим... Не спасает ПВО ни от чего, мы уже все это прекрасно поняли. По ирано-израильской истории так вообще понятно. Не спасает. Надо не, ну, скажем так, не ПВО, надо принимать какие-то решения, понимаете? Но зато вот смотрите, как по поводу трагедии Максима Устименко, украинского летчика, который погиб сегодня, есть повод постик записать, 3 минутки рассказать о том, что еще со времен АТО был, в общем... Герой Украины. Медальку можно маме дать, как выразилась Безуглая. Причем еще и повысить в должности до полковника. Ну, вот смотрите, как хорошо пиарится на этой истории. То есть никаких решений не принимается. Все вот так устраивает власть. Можно героя дать. Но были же претензии, что нет героев. Вот, пожалуйста, Максим Устименко. Отражал атаку, 7 целей сбил, 8-я сбила его, какая-то, да, дрон, то есть шахет, который летел куда-то, а он ему, наверное, там с собой сбил шахет, можно так сказать, да, и падая на населенный пункт, чтобы не было жертв и разрушений в поле, и погиб, поэтому не успел катапультироваться, вот, пожалуйста, вот вам герой. Но все равно получается подтекст, что главный герой Зеленский, смотрите, он как ПВО просит,
политику делает со странами Европы, за счет вот этих трагедий, ужаса и кошмара, которые еще там многие из его экспертов недооценивают, мол, ну что там они ударили, смотрите, свет же есть в Украине, все что, нормально, ну посидят в подвалах, ну еще что-то. А удары системные. Вот это прилетело в Кременчуке. Там есть Кременчуцкий НПЗ. Его выбили давно, этот НПЗ. Уничтожили очень давно. Причем несколько целей туда прилетело, и его давно уничтожили, но там рядом, потому что, понятно, да, там все знают, что да как, в общем, восстанавливали, какие-то делали меньше, делали что-то еще, какие-то энергопредприятия, какие-то, скажем так, перегонку, какое-то там топливо, еще что-то. Вот, пожалуйста, еще раз туда ударили. Причем били же совсем недавно, а еще давно вообще разрушили этот НПЗ. То есть подземное, ничего страшного. То есть работа военная тяжелая ведется. Опять Кременчук. А это уже Николаевская область. Это снимки со спутников НАСА. Они сегодня гуляют по сети, потому что, в общем, демонстрируют нам. То есть слева спутник НАСА нам показал, а справа это, в принципе, где это есть. Это аэропорт Кульбакина. Вот эти все самолетики на спутнике, я так понимаю, это Google карта, это обычная гражданская история. А вот это спутники НАСА, которые увидели. И вот здесь, скажем так, в этом Кульбакино большие пожары. Вот это вот красненьким, да, это обозначение больших пожаров. Точно так же спутники НАСА сегодня показали серьезнейшие пожары в Драгобыче, Львовской области, потому что там явно что-то заинтересовало противника, и, в общем, Российская Федерация направила туда и дроны, и ракеты в том числе. Большие пожары, очень долго горело, причем местная власть выходила с обращением к местным жителям, да, о том, что задымление было колоссальное. Причем так интересно, это все люди вот публикуют эти все кадры, там, подкладывают патриотическую музыку разную там украинскую. Смотрите, 4 утра, прощайся с жизнью, в 6 вот ты уже и воскрес. Да, вот такие. Все же. Драгобыч 29.06.25. Едет человек, снимает. Горело очень долго. Да, полдня горело. Не знаю, там сейчас не было сообщений пока о том, что погасили или нет. Людям надо было закупоривать окна, в общем, дышать тяжело, воздух ухудшился. То есть вот такой пожар. Да? Достаточно серьезно. Драгобыч. Западная часть Украины, Львовская область. Пожалуйста. 4 утра, не знаешь, выживешь ли ты. Вот такого масштаба были последствия прилетов. Я так понимаю, что, знаете, раз прилет, два прилет, прям можно видеть по видео. То есть куда-то попали, а у нас же все сбили, понимаете? Или это вот как раз таки не сбитые. Причем самое интересное, что наши эксперты это все выкладывают таким образом. Смотрите, подумаешь, больше 500 целей за раз. Да, успокойтесь, все нормально. Это я у себя в телеграм-канале выкладывал одного из авиационного мужа, ученого, говорит, Россия может только 2700 дронов, там, гераний вот этих, да, изготовить в месяц, поэтому не переживайте, там, все нормально, подумаешь, 100 в день, но они там могут, конечно, делать большие залпы, но там, один раз ударить большими залпами, а потом несколько дней там по 20-30, но это тоже много, это тоже тревога, это тоже тяжелейшие удары и последствия, о которых не рассказывают. Вот Казанский завод. Очень интересная, кстати, инфографика. Месяц назад, 25 мая и 29 июня, то есть сегодня, но год назад, 24 год. То есть, видите, да? Вот это 29 июня 24 года. 24. И вот меняется
ну, скажем так, картинка, да, раз, оп, здание появилось. Вот еще там, где еще желтые кружочки. Раз, еще один ангарчик появился. Раз, и еще какие-то цеха. И вот здесь большие цеха, как несколько футбольных полей там на самом деле. Это Казанский авиационный завод. Казанский авиационный. Там вообще делают тяжелые бомбардировщики. Ну, специфика такая. Ну, понятное дело, что там же делают и дроны, и какие-то другие, собственно, вещи. Это к тому, что ничего, в общем-то, ничего страшного. Они там мало производят. Темпы наращиваются. Да, это тоже плохо. Нам говорят, это экономика. В общем, Россия разрушится. Санкции надо вот чтобы добить ее. Она и без санкций уже скоро рухнет. Путин оправдывается по поводу разогретой ВПК экономикой. Мол, смотрите, сколько у них проблем. Проблемы, конечно, есть, но в Венгрии сегодня Сиярто сообщил, и есть там прям такие материалы большие, да, о том, что, слушайте, ну это прям, ну это опять-таки узкоспециализированные материалы. В общем, атомную станцию Росатом теперь может строить. США сняли санкции, которые запрещали это делать. Росатом строит в Венгрии без санкций, собственно, вот, атомную электростанцию. Это что означает? Если там долго я там общался со специалистами по этому вопросу, в принципе, ну, есть философы, там, геостратеги разные, и много на уходящей неделе, на прошлой неделе. Вы там слышали, например, там, цивилизационный выбор, или там Киевская Русь, или там, ну вот, смотрите, у атомщиков тоже есть такой, как бы, раздел. Тоже вот это вот континент, если взять. И они тоже, вот, тоже проводят такую линию, да, между всеми атомными станциями, только построенными, ну, там, Вестингаузен, в общем, по западному и по постсоветскому, Росатомовскому и так далее. И там тоже, если наложить на карту, это просто потрясающая история получается. То есть, это первое означает, что ну, это тоже цивилизационная история. Когда у тебя атомная станция, стратегически важнейший объект, вырабатывающий электроэнергию, которая там дорогая, да, а это серьезно атом удешевляет этот процесс, дает развитие экономики, толчок всему вперед, да, то есть когда вот у тебя по этой модели, например, российской, это вот одна история, когда по западной это немного другая история. И здесь тоже идет конкуренция и тоже достаточно серьезный аспект. Геоэкономический, что ли. Но это очень серьезный звоночек для нас, потому что Хмельницкую атомную электростанцию также и не доукомплектовали. Хотели у болгар купить русские вот эти ТВЛы в реактор, да, то есть нет, не получилось. Получается, что вот эта станция в Венгрии, когда там, сколько она будет строиться, еще там 3 года заявлено, да, по-моему, может больше в зависимости от того, как они будут строить. Это означает, что уже и атомные станции украинские не нужны, чтобы качать туда электроэнергию. Это серьезно диверсифицирует процесс. Это там, во-первых, упадут мегаватты в цене. Во-вторых, обслуживать оборудование будут россияне в том числе. То есть это очень интересный, скажем, взгляд на вот это противостояние, которое приносит реальную прибыль и реальную, как бы, экономику. Ну а сегодня полдня все только и толдычат о Грэме и его санкциях. Представляете? Значит, вообще, конечно, такой уникальный случай. Все опубликовали скрин, мол, завтра будут от Трампа, завтра будут какие-то умопомрачительные новости с россиянами, касающиеся России. Такие новости, что-то связано с покупкой и продажей. Все так, ничего себе, и сразу подумалось, неужели Северный поток купят, да, и это типа связано с Россией, и потом его запустят, начали додумывать, домысливать. Пока домысливали, этот твит из True Social, официальной, ну, трамповской соцсети, исчез. То ли его не было, потому что разгоняли это все там украинские
телеграм-каналы, украинские медиа. То ли его написали, придумали, да, то ли действительно он был написан, выложен, а потом удалили. Вот тут остается пока что загадкой. Ну, вот в этом отношении. Ну, вот на фоне этого, конечно, сразу быстро, как черт из табакерки, появляется Грем. И, ну, у них же большое, они приняли там сокращение налогов, ну, короче, расширение госдолга, программ на оборону. Вот этот большой прекрасный законопроект, да, в Сенат принял, поэтому у Трампа в этой связи эйфория, но тут Грэм вышел и говорит, слушайте, с Трампом говорил, а мой законопроект о 500% санкциях, да, или как пошлинах для тех стран, которые обходят санкции и торгуют с Россией, то есть вторичные санкции 500%. Трамп говорит, будем внедрять. Тепер я хочу спитати про Росію, бо ви просуваєте цей закон так, щоб ввести нові жорсткі санкції проти Росії. Так, ви вже залучили Трампа до цього? Тут великий прорив. То що ж робить цей законопроект? Значит, большой прорыв у него в отношении с Трампом. Трамп прям заинтересовался, прям вот чуть ли не завтра примут вторичные 500% санкции против союзников или там контрагентов Российской Федерации. Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то є 500% мито на ваші товари, що надходять до США. То есть логика. Это он рассказывает же внутреннему потребителю. Значит, вы не поддерживаете Украину, торгуете с Россией. Значит, 500% заплатите США. Где здесь США? Вообще непонятно. Ну вот я, например, какая-то Индия. Я там чего-то купила у россиян. Я купила там на 100. Да? На 100. А мне надо 500 отдать США? Ну это просто, ну такой, скажем, ну Грэм, он сам по себе такой достаточно специфический человек. Індія та Китай купують 70% путінської нафти. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроект має 84 співавтори. Це дозволило президенту ввести мета для Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримку військової машини Путіна і посадити його за стіл переговорів. Вчора вперше президент сказав мені, ви грали з ним у гольф. Так, я грав з ним у гольф. Він каже, час діяти. Значит, время действовать. Может, он во время партии в гольф ему так сказал. Давай уже бей, хватит лапшу мне на уши вешать про Путина, про санкции. Грэм, твой удар, давай, бежи к лунке. Давай, беги, давай. Раз и все. Хватит уже, трешь и трешь со мной. В гольф давай играть. Настало время действовать, Грэм. Просувати ваш законопроект. У законопроекті є застереження, пане президенте. Ви вирішуєте, чи його застосовувати. Але ми дамо президенту Трампу новий інструмент. Після липневої перерви ми приймемо законопроект, який дозволить він підпише його. Так, я думаю, що ми на правильному шляху. Добре, але у нього є застереження. Так, як це застосувати, вирішувати йому. Отже, але ми намагаємося посадити Путіна за стіл переговорів. Угу. Значит, смотрите. То есть, если так, кроме шуток. Получается, что этот законопроект даст возможность лично Трампу выписывать вот эти пошлины. И тогда, мол, Путин будет сговорчивее. Ну, это, если коротко, то, что он пытался объяснить там журналисту в студии. Но на самом деле, это ведь вообще не туда. Вообще мимо кассы. Потому что была подписана сделка с Китаем. Вот перед нашим эфиром, там, практически во время, говорит, что мы готовы там снимать санкции с Ирана. То есть Трамп, если там все как бы хорошо, несмотря на эту жесткую риторику с Хаменеи, которая в последнее время происходит, он готов снимать санкции. Не вешать санкции, а снимать санкции. Поэтому, как вы понимаете, ну, Грэм просто лоббист, Грэм клоун, политик. Это не инструмент. Ну, как бы это все равно, что ты можешь сделать так, хорошо, но он так делать не будет. Зато все уже подякували. Ермак у себя на страничке поблагодарил Грэма за поддержку. В общем, понятное дело, даже магистральная линия. Сейчас мы вдарим санкциями. То есть Трамп снимает санкции с Ирана. Несмотря на всю там политическую риторику. Несмотря на всю хорошую политическую риторику. Об этом сегодня говорил Ушаков, помощник Путина. Он сегодня сделал очень интересное заявление, что встреча Трампа и Путина может состояться в любой момент. Ну, как бы практическая плоскость еще не обсуждается, но по сути, в принципе, они могут встретиться, когда захотят, когда удобно. Пожалуйста, приехали куда-то и встретились. Нарышкин сегодня поговорил, сообщил о том, что поговорил с начальником ЦРУ, обсуждали там свои
спецслужбистские дела. То есть у них идет процесс потепления. А тут он придет и говорит, я введу на тебя санкции, Путин. Нет, конечно. Но это очень сегодня обсуждается. Вот смотрите, сейчас санкцию, сейчас вот этим людям, которые в подвале в киевском метро сидят, вот это уже там себе место каждый нагрел, уже там знает, куда ему кинуть кости, упасть и сидеть там часа 3-4, да? Им говорят, сейчас Грэм сказал, вот сейчас вот санкции с понедельника прям подпишет, ну там до конца июля все сделают, и он подпишет закон, и у него будет инструмент, и Трамп тогда, вот тогда Трамп, то есть еще через месяц, еще месяц по подвалам, по метро, месяц смертей, горя, разрухи, ударов с тяжелейшими последствиями, там раненых, смели там раненых 6 человек, вроде про погибших не сообщали. Но зато, вот я заметил, когда нет вот этих большого количества погибших, сразу показывают, как там собачек достают, кошечек спасателей из-под завалом. Так мило, так всех трогает. Но суть-то в чем? Суть в том, чтобы переговоры провели. Кто? Путин и Трамп. Не Зеленский. Путин и Трамп. Получается, вот в этом смысл. То есть украинцы должны сидеть, вот это вот, терпеть ужас этот, который летит, железяки над их головами, и ты не знаешь, сегодня попадет в тебя или нет. Пока Трамп и Путин не поговорят, пока там у Трампа не будет инструментов и так далее. Вообще, конечно, очень нездоровая там атмосфера у Трампа, об этом многие заявляют. Сегодня обратили внимание, и прям завирусился фрагмент, когда Трамп пытается шутить, а Рубио, глава, министр иностранных дел, глава Госдепа США по их правилам, сзади как себя ведет. Оп! Только что ухахатывался 2 секунды. Раз. Оп! Что происходит, Рубио? Ну, смотрите, как грустно ему стало. Глазки закатывают. Это вот все, да, ух. О, пригрел на груди змеюку. Не, ну может там тоже что-то, может это что-то как у Мелани что-то произошло, у премьер-министра Италии. Та вообще как-то так реагировала, непонятно. Может они все там с салфетками, а запах у салфетки лавандовый. Может в этом причина? Но, судя по всему, не очень в этом. А тем временем, пока вот это Рубио смеется, не смеется, Грэм бьется с теми санкциями, все говорят, что Россия завтра рухнет, правда, заводы строят, и вообще там скоро, там, как Путин выразился, там они хоронят, да, сами скоро сдохнут. Украина требует репараций, и, в общем, и победы границ 91 года. Новость пришла. Сумы. Был прилет со ствольной артиллерии в село Песчаное. Ну, сразу примерно прикинули километраж, откуда где могли стрелять. В общем, могут стрелять из села Кульбаки. Ну и здесь Горналь, Гуево. Примечательно, откуда вот это Горналь, там Гуево, вот это все. А сегодня Deep State сделал очень интересную штуку. Он убрал, ну, конечно, не объявив об этом сильно, убрал все вот эти подсвеченные сереньким, ну, типа, что мы находимся в части там Брянской, Белгородской области, вот это все. Вот эти все моменты. Типа серую зону на пограничье. Все, теперь там граница четкая и ясная. Горналь тоже там пытались прорваться, Гуево тоже, видите. Зато уже ствольная артиллерия летит, это пригород Сум. Еще чуть-чуть, буквально пару километров, и со ствольной артиллерией можно расстреливать город Сум и областной центр. В котором эвакуация, в котором, собственно, все успокаивают, что всех остановили. Ну, вот как-то так. Как-то и остановили. И уникальные эксперты украинские нам говорят о том, что все в порядке. Насколько в порядке? Ну, опять, меня многие критикуют в шуме, в комментариях, что
карта Deep State уже не та. Я согласен, уже не та. Но это хоть такой ресурс, хоть какой-то, для хоть какой-то наглядности. Только поэтому она, собственно, здесь в наших шумах и обзорах, да, вот присутствует. Ну, вот ситуация непосредственно. Вот эта граница, да, то есть раз, все, нет, нигде нет украинских, вот Демидовка, вот здесь имеется в виду. Все, украинских войск здесь нет. Серенькое оставили там, да, ошибся я немножко. Ну, там же было ВСУ. Все, они уже вышли. Вот такое обновление. Ну, здесь, конечно, потеснили. Вот это вот. Да, то есть Горналь. Вот здесь, мол, еще до сих пор по этой карте ВСУ, хотя этого нет, это неправда. Отсюда уже, видите, стреляют по песчаному. Ну и Сумы, соответственно. Ну, по обновлению за сегодня, видимо, воскресенье, у них выходной день, это только продвижение в Малиновке, то есть в самом населенном пункте. Малиновка, есть продвижение на фронте. А так ситуация, конечно, аховая. Да? То есть, если посмотреть на... Ну, тут очень важная штука, да, вот здесь было сообщение. Опять-таки, меняется серая зона, вроде как нет, ну, серая и серая. Каменская, Запорожская область. Вот здесь, значит, речка, да, Днепр, Плавни, Степногорск. И здесь уже бои, получается, в самом Каменском. И здесь выстраивается плацдарм для того, чтобы вот так, да, вот по бережку, вот здесь, да, наступать на Степногорск и приблизиться непосредственно, чтобы ствольная артиллерия доставала уже до Запорожья. Вот, мы видим. Вот этот плацдарм сегодня многие отметили, что он появился. То есть идут наступательные действия. Ровно вчера мы говорили там с военным экспертом, военным историком, и он четко говорил, что вот здесь скапливаются достаточно большие силы. Лобковое, вот это вот, на запорожском направлении. Плюс запорожское направление, конечно же, со стороны, ну вот здесь, ближе к Донецкой области, там где это Малиновка, есть продвижение, Зеленый Гай. Со стороны вот Донецкой области мы видим, что Зеленое поле, есть четкий прям практически, да, во многом, вот Шевченко захваченная, это там, где литиевые рудники. Сегодня, кстати, новость прошла очень интересно. Профильный министр, там барышня одна, говорит, что мы теперь все рассекретим. Значит, эта практика, она на самом деле такая старая, что все редкоземельные металлы и все полезные ископаемые, особенно стратегические, тем более там разные там всякие со специфическими названиями металла, это как бы секрет, сколько их. Они как бы заявляются, что они есть, а сколько их – большой секрет. Ну, сейчас, наверное, секрета в этом смысла никто не видит. Наверное, все-таки после сделки можно и рассекретить. Уран только. Сколько урана в Украине, это пока не будет известно. Ну, имеется в виду, да, для добычи. Но, а все остальное можно. И литий тоже. Тем более литий. А что литий? Ну, Шевченко, ну подумаешь. Ну, литиевое месторождение. Все равно что-то уже как бы не контролируется. Можно и рассекретить. Значит, движение идет, ну вот, непосредственно в Днепропетровской области по всему, как мы видим, да, по всему периметру. Серьезное продвижение вот есть Удачного, ну и Покровск, где 111 тысяч по заявлению Сырского человек. Его берут сначала с одной стороны, потом с другой. Точно такая же история и с Константиновкой. То есть ситуация на фронте, мы понимаем, достаточно однотипно. Есть продвижение вот здесь, да, в сторону Изюма. Я на него всегда обращаю внимание. Точно так же, ну, немножко дорисовали уже Купянск. Да, в картах Deep State, Голубовка, Радьковка, Кондрашовка. Но, в общем, Московка тут тоже уже бои, как вы видите. Да? То есть Купянск тоже охватывают, ну, в такой козырек берут. Это уже не скрыть, как говорится. Плюс еще расширяют движение на Долгенькое. Мы видим в другую сторону, в Харьковской области, непосредственно. Поэтому ситуация на фронте,
как бы печальная. Есть еще там сообщение, что населенный пункт Звезда пал. Ну, это со стороны России. Новоукраинка тоже. Тоже это Донецкий ФАС. То есть Deep State не успевает, наверное, для того, чтобы паники не было. Потому что Минобороны шуруют как из пулемета Российской Федерации, что захвачен тот населенный пункт, тот. То есть это все признаки осыпающегося фронта. Ну а по картам Deep State он не так сильно осыпается. Хотя был анонс от этих аналитиков, да, которые смотрят на ситуацию на Земле. Был анонс, что очень скоро будет сообщение, прям очень много будет изменений по карте. Видите, видимо, им сказали циц. Был же скандал, что этих аналитиков собирались призвать в армию, Сырский, да, то есть на них ругался. Вот, видимо, они так вот очень дозированно выдают информацию. Поэтому не шибко такой ресурс, который сейчас, ну вот именно в динамике показывает ситуацию. Гораздо более динамичными стали, в том числе и карты со стороны России сейчас для анализа того, что происходит. Да и эксперты, знаете, как-то вот обмельчали. Я, если честно, был в шоке от услышанного на одном из телеканалов, канал «Київ». Ще раз хочу наголосити, я висловлюю суто власну позицію. Дивіться, війна змінюється. Значит, военный эксперт Федиенко, ну такой он, рупор, понятно, да, вот, говорит, мое личное мнение, то есть 2 раза подчеркнул, личное мнение. Короче, окопы не нужны в этой войне, представляете? Технологічно, якщо раніше відслідковано змінювалося там умовно там кожне півроку, потім кожен квартал, потім кожного місяця, зараз воно вже взагалі змінюється кожного, на мій погляд, кожного тижня, якщо вже не кожного, технологічно це підкреслює. Якщо, наприклад, там 2-3 роки тому ті ж самі окопи, можливо, щось до чогось і проводило з точки зору зупинки ворога, то зараз, на мій особистий погляд, ці окопи, ну, просто немає сенсу жарити. Ну, просто... Рыть окопы смысла нет. Подождите. Как нет? А куда Зеленского водить? Ну вот показывать, смотрите, вы столько денег выделили, а мы тут вот это все, вот тут душ будет, тут это, вот еще что-то, вот здесь вот красивые бункеры, там, а тут классные там опорники. Как нет смысла рыть окопы? Все, окопы уже не нужны? Там фізично ніколи не буває, що з нашої, що з їх сторони, відповідно, піхоти. Піхота вся сидить в лисячих норах зараз, а в більш... Физически в этих окопах никто не находится. Они находятся в лисьих норах. Ну, чтобы вы понимали, лисьи норы – это вот там такое углубление внутри, в земле, да, и где ты можешь поместиться. Некоторые глубже, некоторые выше. Ну, то есть не надо траншеи рыть, не надо вот это все, это показуху, не надо этого всего. В лисью нору. Что там, что тут. В окоп никто не идет. Ну, это ж окоп, инфраструктура, надо там заботиться, там, обслуживать, подделывать что-то, там, это же линия обороны. Не, война поменялась. Вот послушать вот этого военного эксперта, вообще никто не воюет. Все сидят, только играют в компьютерные игры, вот этими дрончиками стреляют друг в друга. А окопи не нужны. В цій частині в точці зіткнення між собою воюють роботизовані комплекси, ті ж самі дрони якісь і так далі. Тільки після того, як... Как там у электроник, да, помните вот это, да? Там что-то вкалывают роботы, да, вот это. Вкалывают роботы. Нет, это все роботизированные системы, окопов не надо. З нашої сторони, або зі сторони ворога вже, значить, ділянка зачищена від піхоти. А хочу констатувати, що поки на цій ділянці землі є людина, наш піхотинець, це є наша все ж таки незахоплена територія. Ну тоді вже починається, якщо після цього все ж таки відбувається вибиття нашого або особового складу ворога, нашої військової, туди заходять вже безпосередньо наші, звісно, або там, якщо на територію ворога, або на нашу територію ворог, їх піхота. Але війну ведуть все ж таки дрони. Тому і я чув, пан Сирський казав, що зараз пріоритет треба робити на ті ж самі лисячі нори для того, щоб захищати особовий склад максимально від ураження, коли застосовуються впівдрони, роботизовані комплекси і так далі. Лисьи норы надо. Сырский говорит, нужны лисьи норы. Он лично слышал.
То есть не окоп, не система фортификаций, не укреплений, а лисьи норы. Почему? Потому что сидишь в норке, ну, прилетела тебе туда, в твою лисью нору, или там убила пехотинца, ну, все, значит, зашли, дошли. То есть война меняется, не нужны эти окопы. А куда миллиарды делись? Да ну, никто там не сидит. Пустые окопы. Зубы дракона, а вон они на Сумском направлении, вот это вот все, кучей свалены. То есть нам какую-то ересь впаривают. То есть, когда мы шли в контрнаступление в 23 году, вот раньше нужны были, а сейчас уже не надо. То есть, ты залез в нору, ты там находишься, значит, там Украина. Нет тебя в лисьей норе, ну, значит, нет, серая зона. Пришел в твою лисью нору противник, ну, все, значит, там оккупирована лисья нора. То есть, вот такое мнение, вот такого уровня эксперта. То есть, фортификации не надо готовить. Надо норки рыть. По норам. А в каждом, в тылу, там, глубоком, там, центре вот этого сопротивления. То есть, когда вот это шла вот эта история с землянкой УПА, да, то есть, там, Арестович любил, еще там Пасков любил у меня в эфире говорить, и любят эту историю. Ну, типа такой схрон. Сидят они в схроне, и вот все, противостоят. Ну, такая война. То есть нет никаких наступлений, ничего не надо, все. Вот раз сидим в схроне. Вот. Зачем карту рисовать, где стоит? Где там чья лисья нора? А что там, что соответствует? Есть там кто в этой норе? Нет. А где же вот эти все опорники? Никаких окопов. Уровень. Вы понимаете? Уровень. Ну и тема, конечно, сразу как бы играет новыми красками мобилизации в этой связи, согласитесь. То есть тебя мобилизуют, ты же думаешь как? Укрепрайон, ты туда пришел, там у тебя окопы, блиндажи, все там все есть, все у тебя под рукой, там волонтеры чего-то привезли, государство закупило, дали 6 пар обуви тебе, как в этой рекламе. Там вооружение, все там у тебя есть, и рэбы, и все, это твой укрепрайон никто не берет, там есть оттуда база, вылазки. Не, лисья нору, сиди и так и воюй. А потом все удивляются, а что так как-то вот добровольцев нет? Вот есть профильный в Верховной Раде оборонные комитеты. Вот депутат Рахманинов вот как бы говорит о том, что какая эволюция прошла. То есть, смотрите, эволюция военной мысли, то есть окопы, вот это все, траншеи, большие деньги, зубы дракона. А сейчас что? Раз, это, лисья нора и нормально. Сиди дрончиком управляй. Дроны всех убивают, роботы, все. А ты сиди в лисьей норе. Убила, значит, все. Это вот эволюция мысли, да? То есть это деградация, но это как бы эволюция. Вот сейчас тоже получается обратная эволюция от Рахманина в плане пополнения вооруженных сил України. У нас поповнення сил оборони, в першу чергу Збройних сил, воно йшло такими 3 великими хвилями. Перша хвиля це була, коли ми дуже швидко розгорнули велику армію, фактично величезну армію, в стислі терміни, причому в терміни, які там... Вы заметили, как эта история становится уже все более и более легендой? Ну, то есть 22 год, нападение, летят ракеты, бьют там по объектам, люди все, как бы война, всеедине. Это уже как бы легенда, это уже как бы не со всеми нами. То есть война долго, 3+ лет. И за это время, вот то, что он рассказывает про 22 год, это как в прошлой жизни. Для багатьох вважалися нереалістичними, для наших ворогів і для наших партнерів. І ну, якщо не абсолютно, то точно переважно більше складали добровольці. Друга хвиля – це була категорія людей, які добровільно вже самі не йшли, але, мовно кажучи, отримую повістку, піду. А зараз, здебільшого, ми комплектуємо за рахунок тих, кого спіймали. Все, кого поймали, тот и на фронте. Ну, то есть, поймали тебя и сказали, значит так, сейчас ты будешь солдатом, научим тебя там чему-то или не научим. А что там, сильно много надо знать вот эту теорию боя, как там что. Ну, посадим тебя в лисью нору, будешь тут Украину беречь. Ну, потому что если ты там есть, то значит там Украина. Если тебя там нет, ну, все.
Ну, то есть серая зона. Пришел противник. Ну, то есть логика, понимаете? Мысль. Точно так же добровольцы. Потом уже те, которые, значит, я сам не пойду, но повестка придет, я добросовестно, я там гражданин. А сейчас, получается, кого поймали, того и засунули. Вот криворожского блогера поймали одного. Он таксист, таксует, там, снимает тиктоки, снимает... То есть достаточно на Кривбасе известен. Ну, смотрят его. Ну, такой мужик, сейчас увидите. Он снимал мобилизацию, бусификацию, а потом его, собственно, самого. Ну, он как-то так, видимо, умудрился и уже в учебке тоже, ну, то, что можно, снимает. Ну, снимает, понятное дело, в основном себя, чтобы ничего там не засветить. И вот он рассказывает. Говорит, много вопросов было. А как вообще по поводу бусификации? Что из себя представляет эта бусификация? Чего ж туда не идут? Всем привет, бывший такси Кривбас на связи. Очень много в комментариях вопросов, буду потихоньку на них отвечать. Первый из вопросов по поводу ТЦК, по поводу запаковки. Я сейчас вам из первых уст расскажу конкретно, как это происходит, чтобы люди не питали иллюзий и всякие порожняки не гоняли. Конкретно на своем примере я вам расскажу, как это происходит. Ну, Вот это, кстати, интересно. Давайте без порожняков послушаем. Бусификация. Как вообще происходит? Жизнь после бусика. волей судьбы я оказался на момент запаковки не в своем городе, не в Кривбасе. Я был в другом ТЦК. Как это происходит? В самом ТЦК, естественно, насильно проходишь ВЛК, никаких документов ты сам не подписываешь, ничего, даже бумаг у тебя на руках нету. Все, короче, за тебя делают, только заводят по кабинетам. Дальше, наступает вечер, всю эту ораву, толпу. Сразу вспоминаются строчки из 95-го квартала. Каждый вечер наступает вдруг. Кривой Рог тоже, да. Строят и пофамильно начинают вызывать, формировать, так сказать, такие команды. Эти команды потом грузят на автобусы и возят пока по ближайшим воинским частям. В день в среднем это получается там 3, 4, 5 воинских частей, смотря насколько долго это дело там задерживается. Привозят вот этих всех нас, бичей, туда и там смотрят. Заметьте вот фразу, да? Привозят нас бичей. Это такая специфическая как бы лексика. Ну, как их еще назвать, этих бедолаг? Бичи. Вот этих бичей туда привозят, их покатали. Привозят смотрины, потом еще раз покатали. Вот это отбирают специально, сюда собеседование, не подходишь, опять в автобус и возвращают. Круг делается по всем частям и возвращается обратно в ТЦК. И все происходит по кругу. Опять сортировка, опять списки, опять новый автобус, и ты поехал. Выдают там тебе там кусок хлеба, тухлой тушенки, это в автобус, короче. Ну, а дальше, как хочешь, не останавливают. Туалет, короче, там, ну, реально очень редко. В автобусе с тобой едут ТЦКшники. Все под конвоем, сам ты ничего не можешь сделать. Практически, я же говорю, не останавливаются и не выпускают с автобуса до приезда, допустим, в воинскую часть. Некоторые люди ждут, когда бытует такая, ну, легенда, что сделаешь 2-3 круга таких на автобусе, и потом тебя привозят опять в ТЦК, выдают тебе там повестку с отсрочкой, и ты типа едешь домой. Хуй. Ну, вот в чем беда, понимаете? То есть легенда уже ходит, что ты вот покатался, тебя никто не берет такого. Ну, легенда, солдатские легенды тоже, солдатские байки тоже хороши. Ребят, никто не поедет домой. Может быть, раньше это и было. Сейчас никто домой не поедет. Они будут возить, пока ты не сдохнешь в этом автобусе, или пока тебя не сбросят в какую-то воинскую часть. Вы понимаете, да? Я ездил 4 суток, без душа, без всех вот этих делов. Не дают не помыться, ничего абсолютно. И в автобусе ночевали, на жаре. В общем, это жесть. Я не пытаюсь там плакать или вызвать к себе какое-то там сожаление. Нет, я просто людям, кто там, так сказать, на воле, знаете, лучше, не знаю, сидеть дома, лучше бояться, но быть в безопасности. Поэтому подумайте и, скажем так, не повторяйте моих ошибок и ошибок тех, кого запаковали. И происходит это именно так. Если вас уже загребли, если вас уже возят, вас обязательно где-то сбросят. Или вы просто сдохнете где-то по пути. Люди теряли сознание, люди для них это все ты косишь. Для них это все ты косишь, ухиляясь и так далее. И у людей были гипертоничные кризы, и в обморок падали, и, ну, плохо людям становилось. Все равно. Никто ничего не делает, никто ничего. Поэтому аккуратно, мой вам совет, внимательно, аккуратно смотрите по сторонам и берегите себя. То есть он попадает... Вот смотрите, нам же как рассказывают вот эти все барбершопные разные воины. То есть человека бусифицируют,
И сейчас там модно сейчас так говорить, смотрите, у нас сейчас армия, там все больше и больше бусифицированных. Но тебя бусифицировали, силой затянули, а потом вообще как бы не оторвать от этой армии. Ты прям прикипаешь к ней. Вот вам человек говорит, сидишь дома, сиди дома. Или там, в общем, не высовывайся. Ничего хорошего не будет с тобой. То есть, понятное дело, там он не может призывать бежать там, или еще что-то. Это сразу как бы это уголовно наказуемо, тем более. Ну, хотя, вот, говорит, нет выхода. То есть, нет. Тебя не отпустят. Это все там сказки, как бы для бедных это все. Что ты там тебя повозят, никому ты не нужен. Там части забракуют тебя, тебе дадут повестку со срочкой, и все, типа, гуляй. Не, никого, пригодишься, все пригодится в хозяйстве. И ты тоже. А нет, там, скопытился по дороге. Ну, вот сколько было историй, да? Ты приехал в Петербург, там, уехал в Петербург, поехал в Ленинград, то есть точно так же. Возили, потом оказался где-то на трассе. Ну, хорошо, если живой. То есть вот так это происходит. Тухлая тушенка, кусок хлеба, покормили. И под конвоем. То есть будущего солдата, которому дадут в руки оружие, которого засунут в лисью нору с оружием, потому что пока он там есть, там Украина. Вот это вот он должен это все пройти, чтобы быть героем. Вот политолог или политтехнолог, правильно, Гайдай рассказывает историю такой бусификации. А эта схема не потому, что это, ну, как бы, она имеет уже свои определенные, как бы, гешефты. Навар с этого имеют, с этого процесса, который рассказал криворожский таксист. Например, сейчас бусифицировали в Запорожье одного знакомого, и он решил писать видео вот, процесса. Через какое-то время его направили в учебную часть, он в учебной части. Он говорит, ребят, ну, помимо того, что 30% бусифицированных отсюда уже сбежали. Треть стали на лыжи из учебной части. То есть это бесполезное действие. Здесь нету не то, что там какого-то нам снаряжения. Вилок, ложек и мисок. Нам говорят, идите купите одноразовые в магазине. Ближайший магазинчик единственный, в 3 раза дороже это продает. Нормальная схема. А зачем тебе вилки, ложки? Пойдешь, купишь себе. Он магазин. А там в 3-4 раза дороже. Там уже все нормально, все уже поделились. Круговая порука. Все живут. То есть этот магазин, он живет с вот этой учебки, которые там, не знаю, где-то в лесу, в каких-то селах, там, где они там обычно располагаются, да? Он живет, он понимает, что командиры не дают там вилку, ложку, а этот придет у него купит. Одноразовый, будет постоянно ходить. Есть же надо вроде как 3 раза в день. Да, поэтому нормально. Бизнес. Если это делает государство, то оно признает, что оно не тратит деньги на армию, оно не тратит наш военный сбор, который с нас собирает там, и так далее. То есть, понимаете, в чем беда, ну, вот людей, там, политтехнологов, журналистов, там, в чем беда? В том, что они помнят. Вот вы помните о военном сборе вообще? Ну, как бы оно все автоматически, вот это все. А сколько было копий сломано, да, там, Порошенко. При Порошенко еще ввели, сейчас его подняли. А это же, вы же все платят военный сбор. Вот этот, которого в мордой в пол, в бусик, по печени дали, или которого катают, он это оплачивает каждый месяц со своих каких-то доходов, зарплаты там или какой-то прибыли, военный сбор. То есть это все еще и за твои деньги. Далее. Ну, я-то знаю с подразделения, что Министерство обороны практически ничего не делает. Поэтому про опытного президента как-то он или не чувствует, или не понимает вместе с Ермаком страны. Не понимает, не чувствует страны. Вообще не понимает страны и не чувствует Зеленский. Ну, то есть и отношений в обществе тоже, получается, не видит, не понимает. Хотя вроде как есть кому рассказать. Есть народная депутатка Мезенцева, ее муж там какой-то драновод, который ходит в барбершоп. Да? Вот что розказує. Ну, взагалі складно з пікселем стало. Якщо 22-й рік це островок безпеки, 23-й рік, ну, окей. 24-й рік, то зараз 25-й в зв'язку з компаніями мобілізаційними, ну, дискредитована максимальна форма.
дискредитированная максимально форма военнослужащего вооруженных сил України. У нас була тема якась з заступником, з Хоменко, ми приїхали в Київ. Це якраз оцей от був перехідний момент з батальйону в полк. Ми якраз обговорювали, як мало бути, і приїхали обговорювати з старшим керівником. Потрапили в тянучку, час закінчується, ну все, ми розуміємо, що не встигаємо. А зірки, які нас там чекають, чекати не будуть. Ми маємо бути за 10 хвилин до початку наради. Ну, значит, звезды, которые там ждут, в общем, застряли они в пробке, а их там ждут звезды. Ну, это такой сленг, понимаете, это такой жаргон. Звезды не звезды эстрады, а звезды в смысле погоны. На погонах звезды, какие-то большие начальники военные, их там ждут, какое-то совещание в Киеве, они в пробке. Ну, и, короче, решили бежать. Ну, марш-бросок сделать. Ну, а что, военные, нормально. Я кажу: Віктор Миколаївич, марш-бросок. Він говорить: давай. І нам треба так 3 квартали вверх бігти. Перше ми пробігаємо на своїх спортивних легенях, які колись були до початку повномасштабної війни. На другому перехресті починається. І в цей момент люди, коли повертаються, ми біжимо в пікселі. І чоловіки почали розсипатися, я зрозумів, що це бідося. Це прям бідося. Бедося! Бедося барбершопная. Ну, то есть, они бегут, захекались, то есть, их слышно, как они бегут. Ну, их, в принципе, видно. И, конечно, все за кем, не по мою ли душу, а они бежали к генералам каким-то, к звездам, ну, скажем так, высокопоставленным звездам на погонах. Бегут. Ну, иногда, знаете, бегут еще и с... Ну как, бегут еще и от. Ну, как бы, не бегут от пикселя, а иногда еще бегут за пикселем. Потрясающий случай в одном из хлеборобских районов. Кукуруза, по-моему, да, там они кукурузу собирают. Ну, вот так. Вот так. И песенка такая соответствующая, как вы понимаете. Все нормально. Вот так вот, да. То есть, ну, пришел мобилизовать в поле, но не тут-то было. Все из реальной жизни. А в этом же и как бы, как это, закон сансары, да? Диалектика тоже в этом. Сначала ты вроде как бежишь от, или там ты бежишь за кем-то, то будь готов бежать и от кого-то. И к этому все идет. Но самое интересное, что никто в этом всем, там, где-то полушутливых, и они, это же тоже этот, как его там, Ахиллес, не Ахиллес, короче, вот этот рановод, этот, который это рассказывает, муж Мезенцева, у них ребенок недавно родился. То есть он нормально, у них они там рожают детей вместе с депутаткой, они там близкие, они, в принципе, он же мог бы рассказать эту историю Зеленскому, но они же, наверное, как бы, если рассказывал, то, наверное, не поржали там, да и все. Что, ой, вы же бежали к генералу, вы подумали, ТЦК от вас в рассыпную. А у него все нормально. Тут идет война, депутат, он там какой-то драновод, все хорошо. К нему пришел этот Эктор Хименес Браво, типа служить. И много же таких, которые типа служат. Да? Вакарчук прыгает на концерте, скачет прям, слушайте, ну в его возрасте, надо отдать должное, да, вот работает, он в ТЦК числится, прыгает. Там Козловский тоже вроде как на полигоне, еще там какие-то певцы. С турами ездят по стране, по зарубежью, а сами как бы в ВСУ числятся. Нормально. То есть в этом всем процессе, да, они рожают детей, зарабатывают деньги, зарабатывают славу, зарабатывают имя, зарабатывают там перспективу какую-то, да. А другой в лисе и норе сидит. Ну вот как-то так. И разводятся массово. И дети выезжают. И плевать все хотели на эту страну. Им хорошо. А другие в рассыпную. Не только от ТЦК, а вообще в принципе от государства. Ну, якщо ми хочемо, щоб українців просто вибили, давайте продовжувати воювати. Подивіться, що відбувається на кладовищах. Подивіться, яка кількість безвісті зниклих. Ми ж розуміємо, що більшість безвісті зниклих це не змогли дістати тіло. Ну, розуміємо же це, розуміємо. Тому людське життя – це найцінніше.
І ми маємо розуміти, що людський ресурс це найцінніше. І наша основна задача його зберегти для того, щоб Україна змогла відновитися. У нас шалена демографічна криза. У нас виїхала молодь і продовжує виїжджати молодь. У нас повивозили дітей. У нас порозвалювалися через затяжну війну, у нас порозвалювалися сім'ї. Подивіться, більше 90% розлучень тих сімей, де жінки з дітьми виїхали за кордон. Ну, так и есть. То есть, женщины уехали, мужики тут, ну, кто работает под бронью, а кто воюет. А иногда они сначала работали, а потом воевали, ну, на войну пошли, а те за границей. Все, развод. Это действительно адвокаты по семейному вот этому праву, они, ну, как бы зашиваются. Це страшна статистика. У нас народжуваність по Києву, скажу, бо я бачила цифри. У нас народжуваність по всьому Києву дорівнює довоєнній народжуваності в одному роддомі. То есть в Киеве во всем, как было до войны, в одном роддоме. В одном. Що ми говоримо? То есть, понимаете, в чем дело? То есть, это же катастрофа. А для кого эта страна? Ну, для тех, кто воевал, считают те, кто воевал. Я показывал вам эти фрагменты и рассказывал об этом бывшем комике, ну, участнике Лиги Смеха, да, который пошел в 3-ю штурмовую, а потом тяжело был ранен, еле его выходили, но он развелся с женой, он там еще на колясочке, Виктор Розовый, да, он еще на колясочке футбольный матч там начинал, бил еле-еле как-то так вот по мячику, типа открывал, ну, как Львов там, да, вот как бы все ж честь ему отдают. И я уже показывал фрагмент этого интервью писающему прокурору Иванову, но ведь ответ там находится в этом. И люди в соцсетях тоже начали прозревать. Люди в соцсетях вот уже они как бы начали прозревать. Просто посмотри, що вона несет. Ті люди, які зараз на фронті, вони прийдуть і скажуть, як має бути у тим. Тобто ти це віриш? Ну, я не то, що вірю, я на 1000% впевнений. То есть те, кто придет, те люди, которые там на фронте, те, кто придет, они придут и скажут, как надо. То, блядь, ну типа, дивись, дуже багато хто багато чого віддав. Типа для війни і типа. Блядь, я в тому числі, блядь. Але і тому я кажу, що типа мені все рівно, хто там що говорить, типа, ну я відверто кажу, типа, це не то, що там, блядь, я щось приховую в собі або там ще щось, типа. Ну, типа, я рахую, що да, типу, я, блядь, це моя країна, типа. І таких, як я, типу. Это моя страна и таких, как я. То есть я же отдал что стране. Вот я сейчас вернусь с войны, это все это для меня. Это вот для меня. Очень опасная риторика. Ну, понятное дело, что у него была там тяжелая там, и черепно-мозговая, там операции делали ему. Ну, то есть хорошо, хоть в таком состоянии он находится, но тем не менее. Ну, когда-то там юморист, ну, комик, там, или как сказать, там, команда у них была Лиги Смеха, то есть все. Но это ведь, это же вкладывается, то есть на самом деле это больной человек, требующий, ну, внимания, но очень часто бывает, вот, особенно в семьях, кто жил с инвалидами, они, ну, скажем так, одни считают там себя обузой, а другие считают, что, ну, то есть, потому что у них есть там круг их ближний, которые, в общем, за ними ну, как бы смотрит, да, помогает им, и какой-то момент есть там тоже, это тоже фаза психологического слома, они считают, что, ну, короче, вредные становятся, да, то есть это тоже нужно принимать с пониманием, то есть это тоже какой-то период, потом все равно приходит какой-то это наработать, прорабатывать. Смотрите, это такая социальная тема по большей части, просто я как явление говорю. То есть, а он это все накладывает на всю страну. То есть придут они и вернутся, кто с ручечкой, кто без ручечки, кто с ноженькой, кто без ноженьки, у кого-то отбитая голова после того, что он пережил, в лисьей норе сидя, потому что окопы даже не нужны, получается, да? Как нам военный эксперт говорит.
То есть, а это все типа для него. Он придет и скажет, это все для меня. Это все мое родное. То есть, это фаза ужаса на самом деле. Будет, когда общество, там, люди там, скажут, да нет, мы тебя туда не отправляли, тебя поймал в бусик ТЦК, засунул и отправил. Ну так. Это будет жуткая трагедия дальше, общественная. Ну а сейчас у нас же есть эксперты, они же нам расскажут, как правильно. Ну, вот они нам и рассказывают. Когда-то там воин Игоречка Сеи сказал у меня в эфире Павел Щелин, и о том, что у нас идет как бы такая, ну, как бы аллюзия или откат до 17 века, так об этом официальные эксперты говорят. Що є козаки, а є свинопаси, так було завжди. Є люди, які Есть казаки, а есть свинопасы. И так было всегда. не готові воювати, але в більшості української нації, ми навіть по соціології бачимо, вона демонструє, що вона готова до опору, до спротиву. Ну, а большинство, конечно, готовы сопротивляться. Но есть казаки, а есть свинопасы. И это чувствуется. Ужас просто. Это все пытаются замолчать, это все как-то так об этом стыдно особо говорить. Под Покровском, Гришино. Небольшой населенный пункт. На этой фотографии, ну, здесь мама и сын. Ну, они жили вместе. Сын занимался, у них там был магазинчик, он там, в общем, рукастый, СТО у него, в общем, нормально, в принципе, жили, работали, да, там прифронтовая территория, да, там новые условия, но не уезжали. Ну, потому что всегда, я так понимаю, сыну есть, ну, чем заниматься, да, то есть, понятное дело, там СТО, там куча ремонтов, там военная техника, еще что-то, это близко к фронту. Приходит ориентировка. Это, конечно, что-то. 26 июня в 8:30 утра сообщили по 102, что, ну, то есть быстро сообщили, 8:13, 8:02 по адресу Покровский район Гришино, улица там Центральная, магазин возле школы на дому. Значит, заявительница сообщила, что без вести отсутствует Карпачева Галина Николаевна, 75 года рождения. Это мать. Телефон непонятен, приметы ясно, там волосы темные, худая. А также Карпачев Владислав Игоревич, 99 года рождения. Это сын. Приметы там все. По словам, они последний раз были на связи 25-го, ну, то есть 06-го, в 11 вечера, сообщили утром, да, а прошлой ночью, там, 23:00, в дом зашли военные. Также сообщили, что во дворе убитая собака, и отсутствует Toyota, ну, которая на ориентировке, госномер тут и так далее, которая принадлежит вот этому сыну. То есть, если проще, военные в 11 вечера зашли, убили собаку, убили мать. Этот сын пытался спрятаться в подвале, но они ее тоже нашли, тоже убили. Мотив – деньги. Деньги. Искали чем поживиться. Вот что говорит друг убитого. Всем добрый день. Записываю это видео в связи с сложившейся ситуацией. Думаю, многие из вас уже в курсе, многие из вас знают подробности, не буду об этом здесь говорить. Записываю видео для помощи, для сбора средств на похороны моему другу и его маме. Также прошу всем неравнодушным поделиться этим видео. Повторюсь, не буду много чего рассказывать здесь. Дело дает уже ходу. Дай бог, скоро мы узнаем, кто это
сделал, и что это за люди, хотя и сложно назвать их людьми. Всем спасибо за внимание. Ну, то есть, получается, что опять, у нас же как, люди в военной форме зашли, вот их надо искать, прифронтовое. То есть, смотрите, мы идем от военного положения как усиления порядка в усилении беспорядка. То есть, беспредела. Военное положение подразумевает, что там у всех, военные все контролируют. Военно-гражданские администрации. Они поэтому так и называются, военно-гражданские. Они все как бы... Но среди военных тоже, об этом же тоже стыдливо умалчивают, да? Что есть и гулящие, есть и пьющие, есть и разные употребляющие, есть разные солдаты, есть разные промыслы на войне. Опять-таки, война же, смотрите, как поменялась. Все же роботы. Да? Там дрончики туда, дрончики сюда, там продвиженец, там постреляли немножко, там снарядики, там танчики, там еще что-то. А жизнь-то идет, надо же как-то харчеваться где-то. И вот вымогали деньги, там угнали Тойоту, обчистили, наверное. Ну, вроде как этот друг, который хоронит и собирает деньги на похороны убитых украинскими военнослужащими. Украинских граждан. Собирает деньги, сбор. Это не Притула и не Стерненко, которая выходит и пишет: 200 миллионов надо, скиньте. На похороны собирает. Гриша, на Покровский район. То есть это шокирующая история, шокирующая правда. И по идее должен быть порядок. Сразу пропадает вся преступность. Сразу там нет ничего, ни краж, ничего, никаких, все понятное дело, все война идет, должно быть жестко, все должно быть жестко. Нет. Эта преступность проникает в ряды тех, кто, по идее, должен, наоборот, чтобы муха не пролетела. Военное же положение, война близко. А оказывается, беспредел близко. И это все непосредственно там на линии фронта, около фронта. Это все переживают люди. Причем тут, понимаете, с одной стороны, с другой стороны, это надо останавливать. Потому что последствия вообще непредсказуемые. Если мы остановим и вернутся вот эти солдаты, скажут, так это мы многое отдали для этой страны, значит, это страна для нас. Все, ты свинопас, а я воин. Ну вот, получается, воин, и вот свинопасы. Магазин держали, там СТОшечка, там, ну, в общем... Вот такое отношение. И в тылу точно так же. Я вообще удивился, в общем, опять-таки, гуляет видео, ну, давайте его обсудим тоже, как то, что нас ждет. Вы видели продолжение, и я там и в шуме говорил, и в телеграм-канале писал, в общем, там Кореневич, да, там Корень, значит, азовец, его бывший азовец, его избили действующие азовцы. Ну, это, там перестрели возле дома, там отлупили и убежали. Ну вот, об этом он сам рассказал. Дальше история возымела продолжение, потому что есть азовцы, это вот 3-я штурмовая, которая Белецкого, а есть азовцы, которые там, ну, как бы, ну, не менты, Нацгвардия, короче, МВД. Тоже там есть, как бы, типа, полк Азов или, в общем, подразделение Азов. Да? И те вроде как азовцы, они вроде как там похожие, ну, начинали там с национального корпуса, там еще с этих всех дел. То есть у них там матка одна, корень один. Но потом они вот есть те, которые в Нацгвардии, есть те, которые 3-я штурмовая, уже там получается, да, получается уже целый корпус. Примечательно, что значит, есть там, опять-таки, как утверждается, некая 12-я бригада специального назначения, Азов, и есть там такой позывной инспектор. Ну вот, да. И они как бы записали видеообращение к Азову вот этому другому.
по поводу ситуации с избиением Кореневича. И знаете, что требуют? Требуют вот этих нападающих выдать. Ну, вот такое видео попалось. Давайте посмотрим его вместе и попробуем оценить. Вас вітають бійці полку Азов. Ми ті, хто боронить країну з самих перших днів. Ми ті, хто воює за її свободу, волю та честь. Ну, смотрите, по пафосу точно Азов. Но смущают, конечно, закрытые лица. Да? То есть 12-я бригада спецназначения Азов. МВД. То есть, а те 3-я штурмовая. Это какой-то Азов, а те Белецкие. Этот вообще там один из них вообще там и очки надел, и маску. Вообще, короче, чтобы не угадал никто. То есть, вот такое обращение гуляет от инспектор, позывной инспектор. Ми ті, хто не дасть пропитати несправедливості в нашій країні. Звертаємось до тих цикунів з 3-ї ОШБР, які напали на нашого побратима Андрія Короневича. Ви зробили дуже велику помилку, напавши на нього. Наші вимоги наступні. Ви віддаєте нам цих сволот Клока, Бондаренко, Білогуба, Циганчука. А ми вже робимо нашу справу самі. У вас на це 72 години. Як з нами зв'язатись, ви знаєте самі. Час пішов. Україна! Понад все! То есть Азов один против Азова другого. Значит, эти избили того, Кореневича. Эти вроде из него вступаются. Говорят, выдайте нам этих, кто мы там будем. Короче, какие-то разборки, понимаете? То есть вот бандитский Петербург отдыхает на самом деле. Есть, конечно, вероятность, что это там какая-то постановка, это вообще ИПСО для того, чтобы расшатать внутреннюю обстановку внутри, поэтому люди тут в масках могут записывать вообще какие-то там Мосфильм, Луганск-фильм. Но, смотрите, то есть вероятность такая есть. И, судя по всему, ну, как бы можно четко на это съехать и сказать, значит, никаких нет конфликтов. Те, которые побили Кореневича, их идентифицировали, с ними там правоохранители будут работать и все. А вот эта вся история, это как бы вброс. Что тоже вероятно. Но сам факт, когда действующие азовцы нападают на недействующего азовца, который рекрутингом занимался, вот этого побратима, да, другого Азова, и вот это у нас происходит, вот это все на улице выбрасывается. Этого будет много. То есть они между собой будут тоже противостоять. То есть тут там Белецкий не нравится, там не нравится, там, не знаю, там министр внутренних дел. То есть вот это вот тоже происходит. И это то, что ждет общество после войны. Потому что эти, одни вернутся, скажут, я слишком много отдал за эту страну. И другие вернутся, как этот Виктор Розовый. Я так точно много отдал, это все для меня. А как-то всего мало, всех много, ну и начинается. То есть, опять-таки, подлинность этого видео, ну как бы, это сложно оценить. Ну, потому что, а чего вы все в масках там такие, ну, чего вы боитесь? В смысле выдаете, да, то есть Белецкий должен отдать своих людей им. Ну, тоже какая-то смута, наверное, да, план Шатун в украинской армии. Можно это сказать, о, все, разоблачили, это все фейки и так далее. Но я говорю о гораздо большей, ну, глубинной проблеме. Что нас ждет потом? А какие дети будут расти? Ну вот пока там вот эта вся история, одни азовцы там обращаются как бы к другим азовцам, у нас есть потрясающая инициатива для детей от Азова, ну я так понимаю, Белецкого. Да? Первый выпуск «Разукрашка». История добровольческого движения от юношеского корпуса. Ну то есть они детьми занимаются, воспитанием. Что за разукрашка? Ну, пожалуйста, привет, друг. В твоих руках книжка «Раскраска», в которой ты сможешь раскрасить воинов полку Азов, их боевые машины и нарисовать свой собственный шеврон.
а еще узнать о тех, кто защищал Украину и боролся за ее свободу и независимость. Вот, пожалуйста, представь, что ты командир украинского военного подразделения. Нарисуй свой шеврон. То есть раньше там просто рисовали, не знаю, там цветочки разукрашивали, мультипликационных персонажей. Нарисуй. Давай. Круто же. Ну и вот это тоже интересно там, да, вот на этой брошюрке. Полк Азов каждый год чтит своих погибших побратимов. Бойцы собираются возле кургана с мечами в Урзуфе Донецкой области. Они держат факелы и щиты, на которых, ну, как бы выгравированы имена воинов-азовцев, которые пали. Поминальная церемония начинается с молитвы украинского националиста. Ну, Урзу в Донецкой области можно, в принципе, съездить. Он уже не подконтролен. Ну, вот, пока вот суть до дела, у нас вот есть вот такие азовцы, да, которые вот этим занимаются. То есть вот к этому всему мы идем. Идем, причем, да, вот как бы, идем семимильными шагами. Идем все вместе. А что разведка? А разведка внешняя сегодня поразила всех потрясающей новостью. Говорит, в общем, россияне собираются в Крыму железную дорогу и порт при поддержке Китая строить. Причем написано «разведка выкрывает». Так они собирались в Евпатории глубинный порт строить при Януковиче. Даже подписывали что-то. А потом началось с Януковичем. Понимаете? Для реализации работ на территории Керченского морского порта и озера Данузлав россияне планируют пригласить компанию. Крупнейшая китайская фирма, занимающаяся строительством. Ну и все понимают, что... Ну, все прекрасно понимают, что Зеленский наложит санкции. Ну вот к новостям. Зеленский наградил клирика ПЦУ Ивана Чакалюка, родственника Епифания, орденом за заслуги 3-й степени. За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество, самоотверженность, проявление защиты суверенитета и территориальной целостности. 17 июня 2025 года этот человек курировал рейдерский захват кафедрального Святодуховского собора в Черновцах, который не удался. Ну, там, где люди собрались, где их выводили. Вот это родственник Епифания. Четко награжденный. Вчера, да, сегодня наградили. Вот такие новости. Вот так и пытаемся жить. Что в мире происходит? В мире, конечно, многие прозрели от победы Израиля. Ну, вообще-то драчка продолжается. Иран, Трамп, Израиль. В общем, вот это на самом деле то, что мы видим, впервые снято вот с дронов, последствия и разбирают завалы разбомбленных улиц Тель-Авива. То есть вот такая вот цена победы. Мы победили, мы хотели, Израиль впереди, но подсчитан ущерб 3 миллиарда долларов. Разбитые дома. Это вот те ракеты, которые, скажем так, сбило ПВО, или их обломки, или прямые попадания. В общем, ущерб 3 миллиарда. Эта война 12-дневная обошлась в 3 миллиарда. Представьте, если это была бы не 12-дневная, а 3,5-летняя война. Сколько бы это стоило, в том числе и Израилю. Вместе с этим Израиль переключается на вопросы Палестины. Трамп четко заявляет, говорит, давайте, я так понимаю, на следующей неделе подписывать договор мирный с Газой, выпускать заложников, вперед из песни. Для понимания, Палестина, да, ее же как бы нет. Сегодня сделал заявление министр иностранных дел Франции в очередной раз. Говорит, Франция за то, чтобы Палестина была. Но заявления не делают, но больше ничего не делают, кроме заявлений, обеспокоенности и прочего.
А вот как, собственно, выглядела Палестина, да, в инфографике с там, 47-го, да, и до сейчас. Палестина, Израиль. Как выглядела эта территория, просто для наглядности. То есть мы видим 46-й год, синенький Израиль, зелененькая Палестина. Да? 67-й. Ну и вот так сейчас примерно вот это, к этому все и приходит. По поводу Палестины, вроде как модно поддерживать, понимаете, тоже история. То есть это мода. Целая Грета Тунберг ехала поддерживать палестинцев, ее завернули. К слову, эта же Грета Тунберг приехала и на вчерашние протесты студентов в Белграде против Вучича. Его там немножко пошатали, но не удалось. Значит, несмотря на то, что была Грета Тунберг и очень много народу, вот это, ну там под их песню, да, сербскую, это все вышли студенты. Это вид с птичьего полета, с дрона, это все площадь. То есть народу действительно много. Вот так это монументально выглядит. Позже немножко не так монументально это все выглядело, потому что превратилось, по сути, в то, что мы называем в Украине Майдан. Подогнали технику. Против полицейских вышли люди с петардами, фаерами. Это тоже такая традиция еще из Грузии. Она пошла. Ну, все, собственно, закончилось разгоном. Газом, пулями, дубинками. Сообщают, что там 3500, ну, вроде как, задержали людей со всей площади. Их было очень много, там 1030, может больше. А Вучич вышел и прокомментировал, сказал, как это так? Вы что? Государство сильнее любых этих протестующих. Ну вот одного из них выдергивают из толпы и, собственно, задерживают. Ну, прям настоящий Майдан. Толпа отступает. Знакомая картина. Многие уже провели параллели, что Вучич зря приехал в Украину, там обещал Зеленскому восстановить 2 региона или 2 города. Ну, мол, зачем ты это? Мол, не стоит. Ну, поручкался с Зеленским, вот получает проблемы. На самом деле, это проблема глубже и дальше. Это проблема вот этого вовлеченного общества. Проблема шатунов. Вучич идет и думает, что он идет путем Лукашенко, например, или грузинской власти, например. Ну, кстати, по поводу Лукашенко очень интересна новость дня сегодняшнего. Муж Тихановской, которого освободили, получил паспорт Новой Беларуси. Представляете? Вот так выглядит этот паспорт, так выглядит Тихановский. Причем интересно, что вот когда там люди там посмеиваются, они посмеиваются, да, над этой ситуацией в комментариях, в соцсетях, говорят, что вот она вообще не ожидала, что его выпустят, вообще не с руки, такая была Тихановская, а там же изначально все было, он же был главный, да, а она вроде как становится вместо него. А тут выпускают Тихановского, говорит, нет, она главная теперь в этой оппозиции за рубежом. Они даже вот троллят даже друг друга в этой среде. Спишь? Скажите ваш... Ну, там там блогер прикалывается с них, да, там Тихановская спишь, там люди пишут в комментариях, там пожила, пока, скажем так, там кувыркалась, а батька все испортил, типа всю малину. Ну и вот там спикер парламента вот к нему попался на разговор. Интереснейший, кстати, такой эпизод. Позицию в Координационном совете. Я спикер Координационного совета. То есть вы, по сути, ну, один из организаторов, как у нас говорят. Ну, я выбранный спикер, то есть лидер. Я выбранный спикер, я лидер. Говорящая голова.
Но вот и вопрос, каково это быть лидером самой бесполезной структуры в мире? А чем же сами прикалываются? Самая бесполезная структура в мире. А вы лидер. Да, то есть спикер, говорящая голова. Ну, я бы не сказал, что это самая бесполезная структура в мире. Можно найти куда более бесполезные. А какие примеры? А какие примеры? То есть есть еще кто-то бесполезнее, чем мы? Ну, не знаю. Любители пива. Любители пива, понимаете? Еще можно более бесполезную найти структуру. Это там любители пива. Вот так вот. Но смех смехом, но это же тоже зарытые ячейки. Просто с разной судьбой. В Сербии шатают, крепко шатают Вучича. Он им ни с руки не подходит. Сам Вучич тоже шатается, мечется. Начал бороться условно с поставками оружия в Украину там, через их фирмы. Ну, те получи недовольство, Майдан, протесты. Вот эти все ряженые там с паспортами, да, которые уже съедают друг друга и сами над собой уже потешаются, да, говорящая голова там, и так далее. Это же тоже там закладка на будущее. Чтобы кого-то взять и привести вот такого, ну там, например, устроить что-то в Беларуси, да, и вот смотри, Тихановский, Тихановская, они вот уже вместе, вот у них паспорта уже есть настоящие Беларуси, новые, как они говорят, Беларуси. А мы давайте сейчас признаем. То есть на эти же паспорта дают деньги, это же все финансируется, это все же кормится, это все для чего? Для чего растят эту свинюшку, чтобы ее вовремя зарезать? Вопрос только, да, то есть наличие этих структур на территории Европы является ли доказательством того, что там условно Европа враждебна к Беларуси? Конечно, является. Враждебна к тому, там, к Лукашенко, к его непосредственно, скажем так, власти и режиму. Иначе зачем они нужны? Эти самые бесполезные, но финансируемые организации. Где-то тайно, где-то не тайно. Ну и Одессой давайте закончим. Основной шум сегодняшний. 2 часа скоро уже. Меня тут надо мной издеваются, скажем, подписчики, там, зрители, не знаю, комментаторы, там, в телеграм-канале, в ютубе. О, Шелест явно под чем-то, сидит по 3 часа в эфире. Ты гляди, делать больше нечего заняться. Вот это дает 3 часа. Сколько ж можно смотреть? Ну, друзья, как ни крути, то есть есть о чем рассказать. И это я еще не коснулся темы, например, конфликта и нарастания напряженности между Россией и Азербайджаном сейчас. Провели аресты по очень старым делам, там, 20 условно-летней давности, против Екатеринбурга, против там элиты, их там прижали, причем 2 убили, а потом вроде как не 2, а 5 во время, получается, содержания. То есть очень жестко прессанули вот эту азербайджанскую диаспору. А это что? А это торговля, криминал, бизнес, да, там целые там, это другие родственные отношения. Азербайджан сейчас отменяет все мероприятия русские в своей стране. Внутри там уже начинают поднимать голову, говорят, вот этнические чистки, шовинист, Путин, наступление. И вот понимаете, когда вот это все замешивается, а вопрос-то тупо в деньгах, потоках и деньгах. То есть понятно, что это очень показательное выступление российской власти против там, азербайджанской какой-то диаспоры. Да? Но оно зачем сделано? Чтобы показать, что взять мы их прижмем к ногтю и заберем у них активы, там все отнимем, перепишем. Поэтому, Алиев, будь позговорчивее. Тот вроде как не сильно враг, но и не сильно друг, у него там свои интересы. Причем разорвать полностью интересы Азербайджан с Россией не может, потому что там непонятно, кто больше пострадает. В общем, очень такая сумбурная ситуация, в которой надо разбираться. Ну, сумбурная в чем? То есть это тоже кому-то выгодно, это тоже политика. Элемент надавить на определенные элиты, это тоже кто-то привнес туда, в эти отношения. Но я думаю, что народы, они мудрее, да, чем вот эти элиты. Потому что речь идет о том, что какие-то там заказные убийства 20 лет назад кто-то заказывал, ну, какие-то там азербайджанские уважаемые люди на территории России, например, да, а тень бросают на весь народ. А тень брошена уже на 2 государства, на людей. И вот тут смотрите, как разжигают, хотя там, ну, хотя нормальная
нормальное отношение, ну вот, нормальное отношение, собственно, к азербайджанцам и к россиянам, безусловно, должно сохраняться у народов. Ну вот это и в Украине, да, тоже. Вот Одесса. В Одессе вчера День Конституции, митинг возле Пушкина. То есть Пушкина геть, понимаете? В Одессе, говорит, Пушкина вон. И дался им этот Пушкин. Они вот прям пошли все в такое, знаете, в такое наступление. Наступление на Пушкина в Одессе. Вчера даже там перестріли в очередной раз этого Труханова. Одне запитання. Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує, чи буде виконане рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. То есть Пушкин адепт русского мира. Адепт это как бы приверженец, да, то есть русский мир. У вас не возникает, тут ракеты летят, Одессу бомбили, там, ну, стреляли, да, по Одессе. Украину такая массированная атака была. А тут Пушкин, надо снимать. То Пушкін і ракети – це нормально. Пушкин и ракеты, понимаете? Кто виноват, что ракеты запускают? Пушкин. Це історичний, а оперний театр для вас що? Оперний театр – це трошки інше. Воно стосується ідеології. Що це? Це історична культурна цінність. А це що? Але вона не пов'язана. Але це То есть оперный театр, Потемкинская лестница, там другие, это все как бы историческая ценность. А Пушкин русский мир. Прямо пов'язано з ідеологічними наративами А оперний театр того ж Путіна. А Потемкінські сходи пов'язані? Ну, дивіться, коли Путін говорить, що Одеса – це російське місто, правда? Путін говорить. А тут мова йде про Пушкіна. Я військовослужбовець. Що ви тут робите? А он военнослужащий. А тут его спрашивают, а что ты тут делаешь? Что ты не в окопах? Да, ну все понятно, разговора не будет. Чому ви не приймаєте участь? Чому я не в окопах, так? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання. Щоб не відповісти по суті. Ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сьогодні суспільство. Ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони ж для чого? Це ідеологічні маркери. Це ідеологічні маркери. Тому що я українець. Для меня это маркер, потому что я украинец, я военнослужащий, пришел на митинг, цепляюсь к мэру, а так война идет, что ты идешь, воюй. Нет, я военный, я имею право, это моя страна для меня, я слишком много отдал этой стране, да, то есть я пришел Пушкина снимать. Это вот русский мир, ракеты, вот и все. Убираем Пушкина. Сколько всего этого еще будет, понимаете? Сколько этого всего будет? Вообще неправильная война. И неправильное отношение. То есть солдаты у нас не в окопах, а Пушкина сбивают в Одессе. Мэр там говорит, это культурная ценность. Ну а как ты его памятник ЮНЕСКО снесешь? Это нереально. Собираются с флагами. Пушкина геть. То есть он всю жизнь стоял там, с какого-то там 1800. Короче, стоял он там, а тут геть. Пушкина надо убрать. Собираются вот эти. Неправильная война. Тут военный сбор. Солдат бусифицированный ест из пластиковой миски, которая куплена в 3 раза дороже в соседнем с учебкой магазине, потому что так надо. А ложки-вилки нет в учебке. А платим военный сбор. А параллельно с этим, вот там рядышком, буквально это же один день, да, вот вчерашний концерт Сердючки в Одессе. Он там посылает всех вот это, ну, в общем, по адресу это все разошлось. А пока солдат бусифицированный ест из пластиковой миски, Стерненко собирает 200 миллионов, Одесса гуляет. Вот, пожалуйста. Молодежи вынесли ванну с
шампанским «Майот». Там вроде как одни пишут, что 7500 гривен бутылка, другие там что там чуть меньше, там 2,5. Ну, вроде как 7 она стоит, можно найти. В сторону отойдите. Смотрите, как классно. Сердючка поет. Заказ выполнен. Смотрите, всем шампанского в ванной со льдом. Любовь не тролливали звучит. Ибица. Вот классно все гуляет. Ну и все по-русски звучит. А почему по-русски? Почему? Сердючка не адепт русского мира. Уже все. То есть уже все. Они отбились. Вышел Кремень, говорит, значит, русские песни петь можно. Конституция, все дела. То есть там закон не запрещает. Все. Отозвал претензии. Почему? Потому что у Сердючки есть крыша, а у Пушкина нет. Только и всего. Сердючка может договориться с Зеленским, выступить у него там где-то на... Помните, на Дне независимости он там на вагоне ехал, еще где-то. А Пушкин уже не выступит с Зеленским. Понимаете? То есть Данилка порешал. Все хорошо. Все отлично. Причем интересно, что на этом концерте там... Опять-таки, он же всех послал, да, вот этих, которые там запрещают. Шампанское дорогущее выносят. Нормально все живут, все тусят, все хорошо, классная война. И спел там переделанную какую-то свою одну песню на украинском языке, как бы, да, вот, продемонстрировав, что я вот, смотрите, на украинском специально для вас, показательно спою. И понятное дело, что народ, который там стоял, он подпевал русские слова. Русские, не украинскому тексту он подпевал. Потому что все знали русский текст, и это типа он так показал и продемонстрировал. А попросту получается, ну, крыша лучше. Немножко прогнулся, ну и по-своему. Вот такая война. Вот так, в принципе, все и происходит, да? А ты в лисью нору. И с пластиковой этой тарелкой, купленной. Да, друзья, значит, всем большое спасибо. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Спасибо большое за поддержку. Артем Синько, сбили бы все шахеды, если бы привод Киева был. Это точно, действительно. Спасибо, что становитесь спонсорами. Спасибо за супер смайлы. Анна Салам, благодарю вас за то, что поддерживаете. Ставьте, пожалуйста, лайки. 18 тысяч голосов мы получили в нашем опросе. Какой, по-вашему, главный дестабилизирующий фактор в Украине? Ну, вот так вот, нашумелись мы сегодня, пошумели много, там я подготовил. Значит, какой? Значит, 5%. Инфляция и обнищание населения. Конечно, вообще не дестабилизирующий. Смотрите, там кто-то нищает, а кто-то крепчает. Он какие ванные выносят, да, с шампанским. Нормально все. Где-то прибудет, где-то убудет. Как там на 500-гривневой этой купюре, да, вот это там со сковородой, вот это, там сосуды вытекают, там каждый сосуд из сосудов, вот это все, то есть 5%. 6% обстрелы и наступление Российской Федерации, ну все привыкли, наступают, стреляют, сидим в метро, сидим в подвале, прилетает, убивает, ну не дестабилизирующий фактор, 6%. 17%, что варварская мобилизация, бусификация, которой мы тоже уделили сегодня время, 17%, вот такой результат. Ну и 71% это, конечно же, коррупция и дилетанты у власти. Спасибо большое. Примерно, ну, он соответствует опросам социологов. Там тоже даже больше, чем наступление, даже больше, чем бусификация, даже больше, чем все остальное. Это, конечно, коррупция и дилетанты. Спасибо, что проголосовали. Благодарю за то, что пишете. Значит, перейдем к вашим вопросам. Начнем для начала с рубрики «Колобок, куда мы катимся?». Потом закрытый клуб зрителей. И после этого пообщаемся немного с чатом, чтобы, как говорится, не было вот это, да, 3 часа, как всегда. Значит, «Колобок, куда мы катимся?». На предложку написали несколько человек. Давайте я буквально парочку выберу. Значит, Ирина Федотова пишет. Здравствуйте, Александр. Возможно, будет интересна небольшая историческая справка о Валерии Лобановском, который тоже не такой.
Видите, на украинском гимн не говорил не включать. Вот пишет нам Ирина Федотова. Значит, памятник, которому хотят снести, но она не понимает за что. Почему? Потому что настоящее имя, фамилия – это Лобко Лобановский. Происходит из старинного черниговского рода. И его предкам было присвоено дворянское звание после очередного раздела Польши с присоединением земель к России. Части шляхты присваивалось российское дворянство. Родословная Лобко Лобановских от начала XVIII века была впоследствии опубликована в книге дворянских родов Черниговской губернии, изданием на минуточку 1897 года. Перед революцией в Киеве жил с семьей дедушка Валерия Васильевича Лобановского Михаил Васильевич, родной брат моего прадедушки Павла Васильевича Лобко-Лобановского. То есть это родственница еще пишет, тоже жившего тогда в Киеве. Что происходило с такими семьями после революции, написано у Булгакова в «Белой гвардии». Кто читал, кто не читал, прочитайте. Многие представители рода или иначе погибли в гражданскую. Моя бабушка Вера Павловна Лобко-Лобановская училась до 1919 года в Харьковском университете юридическом, потом бежала от террора на юг. Это тоже Булгаков описывает в своем произведении «Бег». Она почти не рассказывала о том, какие ужасы пережила в 20-летнем возрасте, и всю жизнь считала своих киевских родных погибшим. А те считали, что погибла она. В результате бабушка оказалась в 21 году не в Константинополе, а в Батуми, где прожила всю свою жизнь. В какой-то момент она укоротила свою фамилию до Лобановской, из изображения безопасности, а потом взяла фамилию мужа. Как рассказывала бабушка в детстве, в ее семье говорили по-русски, а украинский в каком-то варианте использовался только сельскими жителями. Так что не очень понятно, какие претензии киевские власти могут предъявить человеку, который был потомком одной из известных в Киеве и Чернигове фамилий, и чей родной язык был, естественно, русский. И вообще, какая разница, на каком языке он говорил всю жизнь, если был славой киевского «Динамо» и всего советского футбола? Вопрос, конечно, риторический, и я понимаю, что сегодня на него не существует меняемого ответа. С уважением, постоянная слушательница Ирина Федотова из Москвы. Спасибо вам большое за эту историю, очень поучительно, тем более, что если вы родственница Лобановского, ну так получается, да, думаю, что очень ценна ваша информация. Да, язык не имеет никакого отношения. Ну, еще одна рубрика, там, «Колобок, куда мы катимся» от Юрия Боднаря. Добрый день, Александр, меня зовут Юрий, я живу с семьей уже 10 лет в Польше. Эту историю мне рассказал мой лучший друг, которому я верю. Зовут этого друга Виталий. У него есть сын Влад. Ему 24 года. Так вот, на днях его приятель, тоже 24 года, принял сам или с мамой решение, что он пойдет воевать по контракту. 24 года. Так как ему 25 исполнится, его заберут, он не получит свой миллион. Ну, в общем, решил пойти за миллион. Ну, то есть 24, пока нет 25, за миллионом пошел. Отца в живых нет. На медкомиссии сказали, внимание, что он негоден. Представляете, негоден. Уточняю, идти по контракту негоден. Поэтому каким-то чудом он подписал, что идет добровольцем в ВСУ. Получается, доброволец в ВСУ годен, а идти по контракту молодежному негоден. Миллиона нет, контракта нет, пишет Юрий. Служба и все. Вот так обманули, забрали в армию. Это произошло в городе Кировоград, сейчас Кропивницкий. Вот такая история с моего родного города. Спасибо большое вам за историю. Прокомментируйте, пожалуйста, в шуме, пошумите по этому поводу. Ну, правда, дурных нет. Да? Кировоград чего? 24 года. Умный такой. Думаешь, сейчас поступишь на контракт, тебе дадут там, сколько там, миллион бургеров этих, или сколько там, тысяч бургеров, Netflix часы, суши в Филадельфии, еще там какие-то моменты можешь ты купить. Девки будут любить. Не, мы лучше подождем немножко, а потом 25 насильно или добровольцем бесплатно. Вот так вот. Вот такие контракты, вот такие условия, так это работает. Вот так пишут люди. Значит,
Так, значит, друзья, переходим к клубу зрителей, закрытому клубу зрителей. Непосредственно здесь, значит, вопросы, комментарии. Да, давайте с чатом. В клубе зрителей не пишут вопросы и комментарии, просто комментируют там в чате. Я вижу здесь. Да, в чате обсуждают новости о том, что про гарантии НАТО и, значит, по поводу этих 5%, да, 5% от Трампа, которые все вот... Ну, так и получается, друзья, да, 5%, то есть, если Россия, Путин объявил о том, что в следующем году снижает расходы на армию, а НАТО, получается, повышает, а против кого они повышают? Ну, то есть, все логично. То есть, магистральное движение к Третьей мировой войне – это тоже такая мейнстримная линия обсуждения подписчиков закрытого клуба «Шелест». Перейдем к нашему чату сегодняшнему и к вашим вопросам. Фильм 1955 года «Тревожная молодость», эпизод с Муравьедом и Пушкиным, копия происходящего сейчас на Украине в случае в Одессе. Потрясающее сходство. Случайность? Не видел я фильма 1955 года «Тревожная молодость», но могу вам сказать, боцман, что случайности не случайны. Все предсказано, как-то все, что, в общем, все уже есть. Зеленский обещал, Руслан пишет, Зеленский обещал, что наденет костюм, когда закончится война. Зеленский на встречу с Трампом надел костюм. Война закончится. Ну нет, конечно, Зеленский много чего обещал. И миллиард деревьев обещал, и вот эти дронов огромное количество, и то, что там... В общем, много чего обещал Зеленский. Но потом же как? Это все, на самом деле, началось с самого первого дня президентства Зеленского, когда он говорил о том, что как это, чтобы там не было, я забыл лозунг, чтобы не схватило сердце от счета за коммуналку. Тогда очень серьезные были проблемы, такие обсуждались на политическом уровне, социальном, рост коммунальных тарифов. Вы заметили, сейчас вообще никто коммунальные тарифы не обсуждает? Ну, вообще всем плевать. То есть, тут как бы два момента. Момент первый. Или никто не платит, ну, если не может и не платит, или платит сколько может и отстаньте. Или всем вообще просто по барабану, да все настолько хорошо живут. Вы же видите, не обсуждаются эти темы. Там евро по 50 гривен, кто обсуждает? Что делает Национальный банк Украины? Хоть что-то делает? Не, всем все равно. То есть тут вот, смотрите, шахеды летят, смотрите, тут это самое, тут дроны, тут сердючка, там шампанское 7,5 тысяч гривен выносят, бусификация. Это точно так же, как с этим военным сбором. Кто его обсуждает? Да? Все ж платят военный сбор. Ну так, а где он? Ну, то есть... И вот была такая история, что шатала страну там... Ну, сейчас это смешно, конечно, там тарифы того времени сравнить из-за инфляции и этого. Но, тем не менее, серьезный рост тарифов. И он говорит, я там снижу тариф. А ему пришли, сказали, что ж ты не снизил? Он говорит, да это типа пошутили. Ну, типа, мы пошутили. Нормальный план, то есть пошутил. Так что пошутил Зеленский по поводу этого костюма. Предлагаю говорить на английском, если на русском нельзя. Так уже, Дмитрий, так и есть. У нас официальный язык, голосовала Верховная Рада, английский. Все должны знать английский язык. Да, и Зеленский мир обещал, конечно. И ничего, собственно... И ничего не получилось. Так. Яна Шагиева. Спивак считает, что нужно останавливать огонь, потом договариваться. Дмитрук объединиться в союзное государство. Арестович развивать оставшиеся территории. Каково ваше видение? Надо менять власть. Ну вот и все. Вот это мой... Смотрите, любая смена, вот если там не будет Зеленского, вот просто раз и все, и нет его. То есть вот он или сбежал со страны, или что-то произошло. Это открывает вообще новые возможности. Можно тогда
передоговариваться. Кто-то сейчас будет возмущаться и говорить, а с кем, а что, а кто придет вместо, а вместо будет еще хуже. Поверьте, хуже не будет. Хуже не будет. Хотя, если честно, знаете, этот формат хуже не будет, и в 2019 году тоже так был. Мол, Порошенко такой был, негодяй, а хуже уже не будет, оказалось возможно хуже. Но хотя бы это что-то даст какой-то шанс. Ну, то есть, условно, новый человек, руководитель, пускай временный руководитель государства, там, до каких-то следующих выборов. Ведь не просто так они сейчас затеяли, но они чувствуют давление. Смотрите, на самом деле ничего там под этим нет. Там интервью было Стефанчука, он говорил о том, что мы готовим законопроект, чтобы там закончилась война, и мы, в общем, провели выборы. Они готовятся к выборам. Они готовятся, но они готовятся к правильным их выборам. В общем, в Украине, чтобы все проголосовали, там, а вдруг они там поднимут авиацию, будут нас бомбить. А так перемирие ж вроде как. Или что? Или мир. Чего вас бомбить? То есть странная логика. Они готовятся что-то провести, чтобы легитимизировать власть. Отсекут там голоса из-за границы, отсекут там ухылянтов, отсекут еще кого-то, кто не нравится. И, в общем, как-то вот попытаются переродиться в этом отношении. Видимо, они чувствуют давление все-таки со стороны Запада, и это действительно больное место, которое надо прикрыть. Это нелегитимность. Понимаете? Поэтому... Но надо менять. Любой новый человек – это новая возможность. Любой новый человек – это новая метла, она будет по-новому вести. И этот любой человек, он имеет шанс на новых условиях поговорить, хотя бы попробовать изменить условия Путина. Потому что тут Путин не изменит свои условия. А там он может попробовать его хотя бы немножко. Да, хотя бы там, ну как Келок говорил, там, по линии или что-то. Ведь Россия готова была в 2022 году полностью уходить с юга, то есть там, ну, Крым только оставить и там Луганск, Донецк, все. То есть Запорожской области, Херсонской области претензий не было. И сейчас там Харьковской, Сумской, да, многие там сейчас опасаются ситуации вокруг Чернигова тоже. Значит, спасибо большое за поддержку и, как говорится, вопрос. Скажите, по поводу Дмитрука Артема, как человек, активно призывавший вставать к оружию против России, сейчас заявляет все противоположное. И вообще мы братья. Сколько людей последовало его примеру и погибли? Эдмонд Дантес. Смотрите, тут же тоже такой момент. Вставать к оружию. Ну, смотрите, одно дело, что вставать к оружию и не вставать к оружию. Вот, например, Гордон говорил о том, что он там пойдет первый, и все дети его пойдут. А потом дети оказались гражданами другой страны, и все. Тут же понимаете, в чем дело? Тогда, в 2022 году, у многих действительно вот это все взыграло. Многие действительно не разобрались во всем. Многие действительно узнавали что-то гораздо позже. Многие поменяли свою точку зрения и не один раз. Ну, вставать, понимаете, защищать свою страну с оружием в руках или там свою семью с оружием в руках, это важно. Но никто не думал, что настолько бесчестна эта война. Настолько. И что, получается, свои врут больше, чем чужие. А в оконцовке там в случае Дмитрука, что нет чужих в этой войне. Точнее, они есть, но они, получается, у власти. Потому что люди просто так вот это вот за эти интересы погибать не должны. Как-то так. А насчет людей, которые последовали его примеру и погибли, ну, знаете, многие погибли зря в этой войне. От этого обидно. А могли бы жить, а погибли. Но это не потому, что они последовали к чему-то примеру, а потому что этот пример подала власть. Но мне нужно такси, не такси, а оружие.
Это действительно большая проблема. Так, значит... Саша, как думаешь, когда откроют границы? Ну, что-то в последнее время, знаете, как бы границы Сергей Петров открывать не собираются. Это очень опасная сейчас тенденция. 2 случая за последние несколько дней. Бегут пограничники. Бегут. То есть их задача – граница на замке. Вот в ту сторону, ну, больше, конечно, в обратную, то есть со стороны, да, они все ловят, и они понимают свою перспективу быть отправленными на фронт и валят тропами. Сначала один свалил, кинолог, я о нем рассказывал. Сегодня есть другой случай разбирательства, сейчас тут ведется расследование. Пропал пограничник, не стало его. Сбежал, поэтому это очень опасно. Может, дончане не так уж и не правы были, Александр? Может. Но, смотрите, они, может, не правы были в плане там своего там, желания чего-то, да, то есть там, ну вот как-то сепаратизм, вот это все. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что если бы не бежал Янукович, это, кстати, очень большие вопросы. У меня всегда есть вопросы, почему он бежал. То есть, кто ему так сильно угрожал? Или по чьей он бежал, почему научению он бежал? Или в чем действительно, или там какая там в чем подоплека? Это серьезная большая тайна, почему он бежал. Потому что у него были гарантии смены власти, выборов. Вот если бы это все не произошло, вот этого, хотя бы он не бежал за пределы страны, находился хоть бы на какой-то территории, совсем по-другому повернулась бы история вообще в стране. Совершенно. То есть вот просто был бы в Харькове в этом, или там в том же Крыму. Да, вот был бы в Крыму Янукович, Крым бы не забрали, например, да, или там в Луганск бы приехал, в Донецк, да, то есть Янукович. Но его очень технично, в этом есть там, по-моему, двойное, а может даже тройное дно, почему он сбежал. Если бы он был бы и не кричал бы «я легитимный» из пресс-конференции с Ростова, а был бы на территории, пускай там Украины, которая там сопротивлялась перевороту на Майдане, это было бы совсем другое отношение. А так получается, что с ним подписали, то есть если бы все прошло мирным путем, были бы перевыборы, выбрали бы там того же Порошенко или какого-нибудь там Яценюка выбрали, ну, выбрали бы на войне Майдана кого-то из них, но страна бы была бы целой, все бы сделали свой какой-то, допустим, да, кто-то бы там нравилось, не нравилось, так жила страна. Но тут запущен был сценарий очень серьезный как раз тогда по распаду страны, бегством Януковича. Вот это ключевой поворот истории. Когда вам там, нет, кто-то скажет раньше поворот, там, при Ющенко, еще когда-то. Вот это бегство, это ключ. Если бы он находился в Харькове и была бы условно, тогда был бы вариант там одна Украина, другая Украина. Эти против, эти за. А так получается, легитимный, ну скажем так, пожертвовал, ну предал, в общем, свою страну. Люди на Донбассе получились, их требования как бы нелегитимные. На них нарушение Конституции направили войска. Там оборона плюс подпитка из Российской Федерации. Тут Крым, пока шумиха, раз, референдум, присоединение. И так вот это вот запущен был процесс развала страны. Никто ее не сохранял, никому она не была нужна. А теперь все кричат границы 91 года. Вранье. Его бы хлопнули и все. Смотрите, даже если бы его хлопнули и все. Вот хлопнули бы и все. Был бы спикер, они бы там избрали, ВО, типа Турчинова. Было бы еще что, было бы разбирательство. Это было бы, смотрите, в правовом поле. Это было бы в правовом поле. А так это, ну, прецедент. Они его незаконно, получается, лишили президента статуса.
ну, это спорный вопрос, можно это или нельзя, но они сделали, проголосовали в парламенте, выбрали этого Турчинова и так далее. Даже если бы его хлопнули, это было бы в системе права, а это уже перешагнуло все нормы, и нельзя было удержать ситуацию. Вот я о чем говорю. Ой, Шелест сам сбежал, сидит кукарекает. Дмитрий Поротиков. Дмитрий, добра вам и света. Добра, света и процветания. И вот никуда не бежать вам желаю. Вообще никогда. Ни от кого. Вот это вот самый главный момент. Турчинов прямо легитимный был. Был. Процедурно был. Выбрали, переизбрали. То есть я же говорю о вот этих контурах важных легитимности. Вот тогда-то и началась вот эта вся история. Сейчас Россия может спокойно поднимать. Она вообще может, она сейчас поднимает вопрос о легитимности распада Советского Союза. А чего уж говорить про Украину. То есть вот этот вот шаг, вот это бегство, вот это вот самое-самое то, что поломало вообще и привело к тому, что мы расхлебываем сейчас. Но сейчас, конечно, другая реальность. И вот новый человек, он бы вот во власти украинской, он бы по-другому, он бы даже не то чтобы там Путина перед тяжелым выбором. Короче, новые возможности. Возможность по-другому поговорить и договориться. Ну или там, как тоже предрекали, там военный переворот, лидер среди военных договаривается с Путиным, и все как бы приходит, нормализуется, Украина сохраняется, вот так. Но это как бы военная хунта, ну вы поняли, то есть это тоже такой момент, тоже это через переворот. Но это имеется в виду новая реальность, возможность передоговориться. Вот этой возможности сейчас нет, потому что сейчас стороны в тупике, кто-то должен уступать. Ну, кто-то, понятно, кто, да, будет уступать тот, кто слабее. Ну, или обманут того, кто сильнее. Ну, тут уже вряд ли обманут. Поэтому только смена власти выход. Так, значит... Шелест, не фантазируй. Я не фантазирую, я шумлю. Мы же шумим с вами. Так, значит, испугался, да, испугался. Шелест, походу, 24 часа может вести эфир, подумаешь, всадник пишет. Ну, смотрите, меня, конечно, критикуют шибко за это. Значит, но... Как бы дело такое. Значит, Павел Ефимов пишет, в теории возможен эфир с испанским блогером. Нет, испанский блогер не дает интервью, потом сам написал. Так, тут люди. Янукович хотел жить и не забрал жизни украинского, как Зеленский. Ну, смотрите. Могу с вами согласиться, но отчасти. Могу согласиться, но отчасти. Да, Янукович не кровавый был, как Зеленский. Это да. Если не Зеленский, то кто? Может прийти на антипод Зеленскому? Да кто угодно. Не обязательно антипод. Кто угодно, это уже шанс на что-то, чтобы все закончилось. Смотрите, задача, чтобы все закончилось. Кто угодно. Абсолютно все равно. Самый упоротый националист. Не знаю, со свастикой на лбу татуированной, со всеми, кто угодно. Сейчас вот там раскачивают, что типа Белецкий может стать, ну как бы, да, победить в выборах или стать, или там, ну не захватить власть, ну в смысле прийти к власти, да, то есть даже с Белецким бы договорились, потому что все новые, у них есть поле для маневра, у Зеленского просто нет этого поля для маневра, только клепать дроны, пускать на Россию, терпеть удары, плакаться, что смотрите, сейчас там бьют по всему, что дает жизнь, требовать еще больше помощи. У него только эта колея, он из нее не может выскочить уже. Уже слишком много трупов за спиной. А новый человек может прийти и сказать: все. В принципе, Зеленский когда-то этим был, этим человеком, да, в отношении Порошенко. Угу. Альтернативы Зеленского нет. Турчинова назначили, документ подписал Турчинов. Янукович сбежал 24-го. Ай, кто...
Если бы Россия и Украина объединились против НАТО, то кто бы победил? Думаю, что НАТО, наверное. Ну как, смотрите, смотря в какой войне. Наталья Алексеенко пишет. Смотря в какой войне кто бы победил. Ну это тоже было. Даже если что-то будет, это очень все быстро и закончится. Поогрызаются. Никому... Смотрите, никто не хочет умирать. Никто не хочет умирать. Только, получается, украинцы хотят умирать, потому что их, как идиотов, вот это вот все выкрутили и все. И поставили. Потому что невозможно было сесть и договориться, понимаете, политикам. Вот тому же Зеленскому. Ну, только и все такие, мы там за страну, за это нас напали, мы жертва, мы герои, мы там то. Никто не хочет умирать. Поэтому даже если какие-то стычки, там, столкновения, ну вот как этот танкер, да, там попытались там чего-то принять эстонцы, пролетел Су, все поняли, ага, все, не буди лихо, ну его не будем. То есть вступать в какие-то военные конфликты. Поэтому войны это и не будет. А если Россия капитулирует Украине, но с условиями, что две страны объединяются в Русь, Украину и столица в Киеве? Олаф Старк. Потрясающий вариант развития событий. Я за. Но это невозможно. Нужна новая национальная идея для бывшей УССР. Землянка УПА не работает. Да, новая национальная идея. Так, 25 тысяч смотрят, трудно лайк нажать что ли, где лайки. Ну, друзья, давайте, значит, лайкнем, напишем хороший, добрый комментарий, давайте вообще встречаться и обсуждать. И я, смотрите, с большой благодарностью отношусь к тому, что вы не соглашаетесь со мной, критикуете меня, ловите где-то там что-то вот тут, то, тут. Это здорово. Это и называется шум. Шум, где мы обмениваемся своими мыслями о происходящем. Шум, где мы шумим, но не потому, что ветер подул, а потому, что нам есть о чем шуметь. Мы это хотим прокомментировать, мы здесь хотим высказаться, мы здесь беседуем, мы здесь обмениваемся умными мыслями. Пускай на всякого мудреца ведь довольно простоты. И я очень благодарю, что мы имеем эту площадку. Ну, прежде всего благодаря вам, благодаря тому, что вы заходите, ставите лайки и следите и обмениваетесь мнениями. С разных уголков планеты обменивайтесь мнениями о происходящем. Всем вам добра и света. Увидимся обязательно. Хорошо пошуметь.